Мы начинаем погружение на дно. Прошу пристегнуть ремни безопасности, налить себе попить, широко открыть глаза. Честно, я думала, мы будем обсуждать это в блоке теорий заговоров, но оказалось, что шутки кончились, это реальность. Да, счетчик дней без упоминаний P. Diddy 0. Помимо всего прочего, Эпштейна интересовала Евгеника. Он рассчитывал на возможное возвращение в будущем. Упаси Боже! А еще Эпштейна интересовали детские фермы. Это не фермы, где работают дети, а там, где детей создают. И если вам кажется, что ниже падать уже некуда, то поздравляю вас, только что со дна постучали. Мы с вами погружаемся еще глубже. И я думаю, что сейчас самое время надевать шапочки из фольги, потому что мы переходим к теориям заговора. Вот и наступил день, которого вы все так долго ждали. Полноценный разбор по файлам Эпштейна. Это было непросто. Время, в котором мы сейчас живем, ловко подменяет правду на выдумки, факты на ислопы и так далее. И пока я не решила разобраться во всем самостоятельно, мне казалось, что вокруг происходит какой-то настоящий информационный хаос. Потому что из каждого источника доносятся разные сигналы, разные новости, разные заголовки, а СМИ, которым я, например, доверяю, молчат. И я думаю, что это напряжение почувствовали все, потому что не каждый готов вот так вот пускаться во все тяжкие и тратить свою жизнь на то, чтобы копаться в более чем 3 миллионах файлов самостоятельно. А потому возникает много вопросов. И самый главный, а правда ли все то, что говорят в интернете? Некоторые пытались разобраться сами, и в каких-то случаях это просто привело к увеличению числа запросов о биографии Альберта Эйнштейна. В феврале его имя стали гуглить в 4 раза чаще. Так что я вот не просто так пошутить решила в последних Crime News. Люди действительно их путают. И если честно, я их не осуждаю, я бы тоже хотела не знать разницу. Чтобы идти дальше, предлагаю сразу поставить точки над «и» в ключевом вопросе. Вот это Альберт Эйнштейн, всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике. А вот это Джеффри Эпштейн, всемирно известный торговец людьми, педофил, насильник и на досуге еще и финансист. И мы сегодня говорим о втором персонаже и постараемся разобраться во всем, что стало известно из новых файлов. Я долго думала, как структурно оформить всю информацию, которая на нас обрушилась, и решила, что буду рассказывать обо всех обвинениях, начиная с 90-х, попутно добавляя то, что вот обнародовали в файлах буквально в январе 26 года. Я думаю, что так будет проще всего включиться в дело тем, кто с историей еще не знаком, ну а тем, кто дело Эпштейна знает, и знает его очень хорошо, я советую пользоваться тайм-кодами. Я в этот раз специально распишу их максимально подробно, для того, чтобы вам было удобно. Ну и да, привет, интернет, с вами снова Маруся Черничкина. Я рада видеть вас на своем канале. Здесь я рассказываю различные детективные истории, какие-то истории, которыми я поделилась бы, если бы мы с вами пошли бы в поход и сидели бы у костра. Короче, какие-то страшные истории. Так что, если вдруг вы меня видите впервые, подписывайтесь, не стесняйтесь, у нас здесь хорошо. Но временами жутко. Еще, если вы у меня впервые, то вы еще не знаете, но я всегда вначале говорю, что можно заваривать чай, и называю всех детективами. Так вот, в этот раз можно заваривать сразу чайник, потому что мы с вами тут надолго. Биография Эпштейна до его становления миллионером и преступником тоже довольно многое говорит о нем. Поэтому давайте начнем именно с нее. Джеффри родился 20 января 1953 года в Бруклине, еврейской семье, среднего достатка. Его родители, Полина и Сеймур Эпштейн, поженились в 1952-м, незадолго до его рождения. Мать вела домашнее хозяйство и работала в школе на полставки, а отец трудился садовником и смотрителем в департаменте парков и зон отдыха в Нью-Йорке. У пары было 2 сыновей – Марк, ну и, собственно, Джеффри, который был старшим. В воспоминаниях соседей и знакомых семья описывается как тихая, спокойная и особо ничем не выделяющаяся. Но это у нас по классике. Мне уже даже интересно посмотреть на эти семьи, которые описываются соседями не так. Почему-то про них в True Crime мы никогда не разговариваем. Джеффри в детстве считался примерным ребенком, умным, но, правда, замкнутым. С детства он подрабатывал репетиторством, помогая одноклассникам с учебой. В подростковом возрасте Эпштейн демонстрировал высокие академические способности. Он пропустил аж 2 класса и окончил старшую школу в 16 лет. После школы Джеффри поступил в колледж, где изучал продвинутую математику, а затем начал посещать Курантовский институт математических наук при Нью-Йоркском университете. Вообще математика была его сильной стороной, поэтому учеба давалась ему легко. Но после 3 лет обучения молодой человек по какой-то причине покинул учебное заведение, так и не получив корочки.
так что формально высшего образования у него не было. Но если сейчас этим никого не удивить, то тогда это было чрезвычайно важно, особенно для его будущей карьеры. А я напоминаю, что работал он финансистом. Несмотря на это, в возрасте 21 года Эпштейн получил работу преподавателя физики и математики в элитной частной школе. Учреждение готовило детей из крайне обеспеченных семей к поступлению в престижные университеты. И как его туда взяли? Вопрос без ответа. Потому что у молодого учителя не было ни законченного образования, ни педагогической лицензии. И уже тогда, во время работы в школе, по свидетельствам бывших учащихся, Джеффри проявлял неподобающее внимание к несовершеннолетним девушкам. Он флиртовал с ними, появлялся на подростковых вечеринках без приглашения. И в 1976 году Эпштейна уволили. Официальная причина – неудовлетворительная работа. Предполагаю, что неофициальное – это как раз неподобающее поведение. Как бы то ни было, именно в этой элитной школе он познакомился с генеральным директором инвестиционного банка Аланом Гринбергом, чьи дети учились у Эпштейна. Переход Джеффри из преподавания в большой финансовый сектор произошел сразу после увольнения. Гринберг устроил его к себе в банк, устроил на позицию младшего помощника менеджера. Карьера Эпштейна развивалась стремительно. Он быстро дорос до трейдера опционов, затем работал в отделе специальных продуктов и консультировал самых состоятельных клиентов банка по налоговому планированию и финансовым стратегиям. Коллеги отмечали способность Джеффри работать с очень богатыми клиентами и со сложными схемами. Но в 1981 году он банк покинул. После ухода Эпштейн основал собственную консалтинговую фирму. Вообще утверждалось, что она занимается возвратом украденных средств, утраченных в результате мошенничества брокеров и юристов. Джеффри гордо описывал себя в тот период как охотника за головами высокого уровня. В середине 80-х финансист много путешествовал между США, Европой и Ближним Востоком. Он знакомился там с разными влиятельными людьми, представляясь всем по-разному. Кому-то он говорил, что работает в финансах, кому-то, что работает на правительство. Были даже свидетельства, что некоторым людям он представлялся агентом разведки ЦРУ. Уже тогда Джеффри был человеком неприкасаемым, если можно так сказать. Достоверно известно, что у него был австрийский паспорт с корректной фотографией, но вымышленным именем. Даже прокуроры штатов побаивались с ним связываться и называли его человеком уровня выше. То есть его нельзя было задерживать, допрашивать и так далее. В конце 80-х Эпштейн познакомился с владельцем одной корпорации, Стивеном Хоффенбергом. Тот нанял финансиста своим консультантом и платил ему огромные, даже по нынешним меркам, деньги, около $25 тысяч в месяц. В пересчете на современные деньги это примерно $69 тысяч. Прикиньте, в месяц. Через 5 лет эта корпорация была разоблачена как одна из крупнейших финансовых пирамид в истории США. По некоторым оценкам, инвесторы на ней потеряли больше $450 миллионов. Хоффенберг требовал привлечения Эпштейна к ответственности. Он назвал его архитектором аферы. Однако, по документам, Джеффри покинул компанию в 1989 году и был как бы не причастен. Владелец пирамиды отправился в тюрьму на 18 лет. Но когда вышел, заявил, что миллионы украденных на этой афере денег стали начальным капиталом для хедж-фонда Эпштейна. По его оценкам, около $50 миллионов, между прочим. И у этого есть косвенное подтверждение. Дело в том, что еще работая на Хоффенберга, Джеффри основал свою фирму. Такую особую структуру по управлению активами клиентов с состоянием не менее $1 миллиарда. Конечно, для такой организации требовались бы немалые вложения. Фирма была крайне закрытой. Список клиентов держался в секрете, и единственным публично подтвержденным клиентом стал миллиардер Лесли Векснер, глава Limited Brands и, внезапно, Victoria's Secret. Тогда у Векснера были проблемы с финансами, и Джеффри их решил примерно за год и наладил всю документацию. И после этого Эпштейн стал советником миллиардера, а вскоре получил генеральную доверенность на распоряжение всеми его активами. Эпштейн невероятно обогатился благодаря этому сотрудничеству. Там были разные схемы, которые можно, наверное, назвать незаконными. Например, компании Векснера выкупали недвижимость Эпштейна по цене в 2 раза выше положенного. Каким образом он занимался финансами других клиентов своей фирмы, неизвестно. В
В 1996 фирма Эпштейна была переведена в юрисдикцию Виргинских островов, что позволило резко снизить налоговую нагрузку, сэкономить примерно $300 миллионов только на налогах. Вообще все эти махинации, использование лазеек в законах, мутные темки – это была сильная сторона Эпштейна. Он эффективно придумывал все новые и новые схемы и всегда выходил сухим из воды, пока другие несли ответственность, в том числе и уголовную. Думаю, что этой информации достаточно, чтобы примерно у вас сложился портрет. Чтобы вы поняли, на чем Эпштейн построил фундамент своей карьеры. Секретом его дальнейшего успеха были скорее знакомства с влиятельными людьми. Он устраивал вечеринки, встречи, примерно как Пи Диди. Да, счетчик дней без упоминаний Пи Диди 0. Джеффри сообразил, что иметь компромат на сильных мира сего – это залог богатой и счастливой жизни, где дозволено абсолютно все. Некоторые знали, что он нечестный человек, промышляющий грязными делами, но они все равно поддерживали с ним связь. Ведь Джеффри мог свести и познакомить кого угодно с кем угодно, финансово помочь, привлечь инвесторов, и вообще решить любую твою проблему. Эдакое полезное знакомство, знаете. Так Джеффри жил, не тужил до 2005-го. И тогда произошел первый значительный перелом в его биографии. Полиция Палм-Бич начала расследование после заявления матери 14-летней девочки о сексуальном насилии над ее дочерью. Следствие длилось более года и привело к выявлению десятков несовершеннолетних, которые, по данным полиции и ФБР, получали деньги за сексуальные действия с Эпштейном. При обыске его дома на Палм-Бич были обнаружены скрытые камеры. Тут, забегая вперед, хочу сказать, что камеры были не только в его резиденции в Палм-Бич, но и во всех вообще его остальных домах. В Нью-Йорке, в Санта-Фе, на его острове. Скрытые камеры были даже в туалетах. Спросите, зачем? А дело в том, что почти в каждом доме у него была своеобразная медиакомната с экранами, куда транслировались записи с камер. Пикантные и компрометирующие видеозаписи скидывались на диск и хранились у Эпштейна. Насколько известно, там были такие условные подписи, например, Клинтон плюс Наташа 15 лет. Если что, это к примеру, я не могу сказать точно, что такой диск там точно был. Но суть вы поняли. Федеральное расследование идентифицировало не менее 36 пострадавших, некоторым из которых было 14 лет, но об этом мы поговорим чуть позже. Сразу скажу, что те обвинения, мягко говоря, ничего не изменили. Джеффри не подвергся отмене. Конечно, в публичном поле знаменитые известные люди заявляли, что ничего не знали о преступлениях Эпштейна, больше с ним они общаться не будут, но на деле все было иначе, и последние опубликованные файлы это подтверждают. Ему писали о том, как жаль, что его оклеветали, как печально, что СМИ раздули проблему на ровном месте. Короче, всяческая дружеская поддержка Эпштейну была оказана. И от политиков, и от ученых, и от людей искусства. Думаю, что в файлах, которые опубликовали в этом году, еще очень долго будут разбираться, потому что после принятия закона, обязывающего обнародовать материалы по Эпштейну, маленький ручеек информации по этому делу превратился в такой целый потоп. Представьте себе, 3 миллиона страниц документов просто выложили на всеобщее обозрение и изучение. Там содержится информация на самые разные темы, и каждый журналист сейчас копает ту тему, которая ему интересна больше всего. И у меня тут True Crime канал, не политический, не научный, так что нас интересует непосредственно преступление Эпштейна и люди, которые с этим связаны. Поэтому давайте начинать разбираться в этом архиве файлов прямо сейчас. С прологом мы закончили. Кость, опять ты ногти грызешь? Марусь, да ты такой трэш записала про Эпштейна. Я знаю, сколько этот ролик ждал. Да, ну-то и понятно. Но, может быть, лучше ты погрызешь крекера Топ Коко? Чего? Топ Коко – это азиатские крекеры с чистейшим составом, которые состоят на 50% из кокосовой стружки. А еще в них нет глютена. Но это так, интересный факт. У этих крекеров, кстати, еще индивидуальная упаковка, поэтому ты можешь брать их всегда и везде, и есть не только за моими видео. А какие вкусы есть? О, есть оригинальные, арахисовые, с кунжутом, с бобами мунг. Кстати, послушай, как они хрустят. Ладно, продала, неси. Так они только на Озоне продаются. Кстати, ссылочка в описании и по коду на экране. Так что грызи ногти дальше, мы не в России.
Давайте с вами сначала пройдемся чуть-чуть по статистике. Вы знаете, что я это дело люблю. Короче, архив этот не просто велик, он громаден. Вы наверняка понимаете, я сошла бы с ума, если бы разбиралась во всем самостоятельно, без каких-то дополнительных инструментов. Я бы, наверное, себе голову сломала, пытаясь изучить только малую часть. Но, к счастью, крутые ребята, программисты, собрали все эти файлы в одном месте. Они сделали такую удобную инфраструктуру, будто вы изучаете файлы со своего собственного телефона. Читаете почту, листаете галерею. Рядом с каждым материалом ссылка, переводящая на официальный сайт к конкретному документу. Многие подобные архивы моментально сохранили себе, так что там сохранились даже те материалы, которые Минюст удалил со своего сайта вскоре после публикации. В общем, на этой странице большинство переписок структурировано по категориям. Благодаря этому любой желающий может проверить интересующую его тему. Я оставлю ссылку для вас в описании, если вам захочется покопаться самостоятельно. Здесь у нас есть и маркетинг, и искусство, сообщения по пиару, управлению СМИ, по финансам, по разным бытовым вопросам и, конечно же, по главной теме торговли людьми и насилия. Всего по этой теме примерно 7800 переписок. Они также разбиты на подтемы со статистикой, количеством материалов. Вот наглядно показываю сейчас примерное распределение писем электронной почты Эпштейна по сути содержимого. Самый большой черный круг – это рутинные сообщения, 588 тысяч имейлов. А маленькие красненькие – это вот та самая жесть. Объем внушительный, конечно. Мне сложно представить, как можно столько общаться. Я где-то видела мем, что Эпштейну было некогда совершать все свои преступления, потому что он просто все время переписывался. На картинке плохо видно, но последний маленький кружок составляет меньше 0,3% от самого большого кружка. Не от всей выборки, а только от самой большой ее части. Короче, подавляющее большинство электронных писем Эпштейна не содержит ничего более тревожного, чем опечатки. Но среди миллиона обычных сообщений затерялись сотни, которые были отмечены как вызывающие беспокойство. Особо тревожные сообщения мы разберем отдельно в этом видео, но чуть позже. Они заслуживают пристального внимания. Самое распространенное из действительно подозрительных сообщений – это переписки с девушками, чьи имена засекречены. Они часто содержали просьбы о предоставлении фотографий обнаженного тела. К сожалению, многое вырвано из контекста и не подходит для какого-то полноценного расследования. Ну, например, одно из сообщений, отправленное Эпштейну, содержало вот такую фразу. «Спасибо за веселый вечер. Ваша младшая девочка была непослушной». Разумеется, подобных этому сообщений, которые невозможно прочитать как-то двояко, очень мало. Потому что никто из участников переписки не хотел себя как-то компрометировать. Вот, например, Эпштейн сам об этом говорит. Обсуждая украинскую девушку со Стивом Тишем, финансист просит о телефонном разговоре, потому что, внимание, ему не нравятся записи этих разговоров. Дата этого письма 27 апреля 2013. И неудивительно, почему Эпштейну не хотелось, чтобы запись этого разговора была. Ведь к тому моменту у него уже была настоящая пирамида из девушек для секс-трафикинга. Все, что я расскажу дальше в этом блоке о трафикинге и эксплуатации, это материалы дела или информация из направленных гражданских исков. Тут нет приговора, поскольку не было какого-то нормального суда. Единственное, что закончился приговором, был в 2009. Да и приговором это назвать на самом деле сложно, потому что все было проигнорировано и не расследовано. Видимо, благодаря связям подозреваемого. С какого именно года начались первые преступления? Сказать сложно, но я думаю, что примерно во второй половине 80-х, когда Эпштейн познакомился с Лесли Векснером. Напомню, это владелец Elle Brands и вот Victoria's Secret. Потому что первыми известными жертвами Эпштейна были девушки, которые работали на Векснера напрямую или в его компаниях. Работая личным финансистом Векснера, Эпштейн часто появлялся на каких-то различных культурных фэшн-мероприятиях. Он представлялся вербовщиком модели Victoria's Secret. Тема модели вообще для него была какой-то ключевой. Он посещал модные показы, регулярно общался с управленцами модельных агентств. На этих встречах он спокойно уговаривал девушек посетить его особняк и как бы поговорить о моде, о перспективах девушки в модельном деле, но потом склонял к разным действиям сексуального характера уже при встрече. Кто помнит дело Харви Вайнштейна? Вот там было примерно то же самое. Мол, зайди ко мне домой,
в номер, мы обсудим важные для твоей карьеры моменты, ну а потом домогательство, принуждение к разным вещам. Если поначалу Джеффри просто запугивал жертв или наоборот пытался как-то подкупить, таким образом вынуждая делать то, что ему нужно, то затем он пошел еще дальше. Эпштейн начал финансировать модельные агентства и конкурсы красоты, причем от своего имени. И, возможно, он бы не справился с этим без своего самого близкого сообщника, французского скаута моделей, известного десятками сексуальных преступлений. Звали его Жан-Люк Брюнель. Этот человек еще до Эпштейна славился тем, что фактически культивировал во Франции насилие над моделями. В 1988 в эфир CBS вышло расследование, которое проводилось 7 месяцев, где несколько американских моделей, которые работали с Брюнелем, рассказали о сексуальной эксплуатации и накачивании наркотиками. Жертвы Брюнеля заявляли, что с ними обращались буквально как с товаром, передавая разным высокопоставленным людям. Дружба Эпштейна и Брюнеля стремительно развивалась. Видимо, на почве общих интересов, типа насилия над женщинами. И в 2004-м Брюнель получил от Эпштейна средства в размере до $1 миллиона для запуска нового модельного агентства. Называлось оно MC2 Model Management. Это модельное агентство было таким перевалочным пунктом на пути из Европы в Америку. Одной из важных частей всей этой схемы были модели и девушки из Беларуси, России, из Украины. Файлов, которые подтверждают это, вагоны и еще внушительная такая тележка. Брюнелю пачками и каталогами слали подборки портфолио разных девушек из постсоветских стран. Эпштейн покровительствовал им, обещал золотые горы, успех в модельном бизнесе Нью-Йорка. Он помогал уехать в США или Францию. Схема была простая. Либо Жак-Люк Брюнель, либо кто-то из сотрудников отправлял вполне себе официальный запрос в модельное агентство по всему миру. Они запрашивали данные о моделях, приглашали тех на мероприятия, ну а дальше начиналась обработка. Здесь важно оговориться, что это не вина самих модельных агентств, да? Я не говорю сейчас про MC2, а вот туда, куда отправляли эти запросы. Для них это как раз-таки было нормальным, когда их моделями интересуются скауты из других стран. Проблема именно в том, что девушек заманивали работой в США или Францию. Заманивали возможностями роста, карьеры, а потом кто-то из них мог оказаться вот в кабинете Эпштейна, поставленный перед выбором. Либо ты сейчас раздеваешься, либо твоя модельная карьера официально заканчивается прямо здесь и сейчас. Агентство Брюнель модели — это все только вершина айсберга в схеме по эксплуатации женщин и девушек. Копнув чуть глубже, все становится значительно хуже. Эпштейн интересовался не только моделями, которые либо были совершеннолетними, либо вот-вот ими станут. Он интересовался и простыми девушками, возрастом сильно младше совершеннолетия. На первых этапах сотрудники и помощники Эпштейна заманивали простых девочек, часто буквально на улице или через знакомых. Им предлагали легкий, быстрый заработок. Нужно было приехать в какой-то дом и сделать массаж богатому мужчине. Уже оказавшись в одной из резиденций Эпштейна, в Палм-Бич или в Нью-Йорке, девочки понимали, что реальность сильно отличается от первоначальных обещаний. На деле для того, чтобы делать массаж, нужно было обнажиться, ну или хотя бы частично обнажиться. Первый визит, как правило, ограничивался минимальным сексуальным контактом, однако на этом все не заканчивалось. С каждой новой встречей границы постепенно сдвигались, контакты становились все более откровенными, ну а сами девочки все более зависимыми от регулярных выплат. За один такой сеанс им платили около $200-300, и со временем формат массажа практически полностью утрачивал первоначальный смысл и все чаще включал один или несколько половых актов. На момент первоначальной вербовки жертвами были преимущественно девушки в возрасте от 14 до 17 лет. В одном из гражданских исков упоминается, что некоторым было всего 12. Выйти самостоятельно из этой схемы ты не можешь. Для того, чтобы выйти, тебе нужно вербовать других новых жертв. За это ты, кстати, будешь получать реферальную выплату. Короче, это в чистом виде пирамида, только не финансовая, а насильственная. В показаниях, которые были даны в 2009-м, одна из жертв рассказывала, как все началось. По ее словам, когда ей было 16, к ней в местном бассейне подошла знакомая с заманчивым предложением. Не хочет ли она подзаработать, делая массаж миллиардеру в Палм-Бич? Ситуация с бесплатным сыром и мышеловкой воочию. Предложение оказалось безопасным, так что девочка согласилась. В процессе массажа на одной из первых встреч Эпштейн начал переходить границы. Он приставал, прикасался к полуобнаженной девушке. Та его оттолкнула, и в тот момент все прекратилось. Но взаимодействие с финансистом на этом не закончилось. Девушка продолжала приезжать в особняк Эпштейна еще много раз, но уже в новые, более прибыльные роли. Она начала приводить туда других девочек.
Это были подростки из ее школы. Согласно обвинительному заключению, такая схема была типичной. Некоторые вербовщицы приводили десятки новых жертв. Они делали массаж, потом вступали с ним в сексуальные отношения. И вербующая девушка и новая жертва получали сотни долларов за каждую такую встречу. В некоторых показаниях упоминалось о $300 жертве и $200 вербовщице. Подобная реферальная программа была и среди моделей, но им не платили сотни долларов. Им Эпштейн помогал чем-то более существенным. Помощь тут, познакомить с кем-то важным там, оказать какую-то услугу. И так постепенно некоторые девушки становились не то чтобы заложницами, а скорее добрыми приятельницами, которые и сами совершают преступления ради личной выгоды. Поэтому, я думаю, многие жертвы молчали десятилетиями или молчат до сих пор. Джеффри, у меня есть 3 молодые румынские девушки, которых я мог бы отправить вам в качестве ассистенток. Но это очень ценная находка. Надеюсь, вы сможете расспросить их, чтобы узнать, что они знают о ваших потребностях. Только что познакомилась с еще одной потенциальной девушкой. Подскажите, как вам ее привести? Когда вы планируете поехать во Францию? Казалось бы, вербовка – дело добровольное, еще и щедро оплачиваемое. Но мне встречались сообщения, где девушки буквально каялись, что не смогли привести кого-то нового. Это выглядело так, будто если они сейчас не приведут новую жертву, то что-то плохое непременно случится. Я найду тебе девушку на этот раз, обещаю. Я так расстроена, что сделаю что угодно. В Европе было бы лучше найти маленькую девочку. Еще один важный нюанс – вербовка девушек всегда была направлена на экономически уязвимых. Если модели, то из постсоветских стран или Латинской Америки. Если юные американки, то, как правило, искали девочек из малообеспеченных семей. Схема Эпштейна была направлена конкретно на тех, кто с меньшей вероятностью пожаловался бы властям. Ну или если бы все-таки обратился, то столкнулся бы с проблемами доверия в случае выдвижения обвинений. Если мы говорим об американских девушках-подростках, то обычно такие девочки жили в одном районе или учились в школах с другими девочками того же социального уровня. И таким образом создавалась полноценная сеть вовлечения детей. Просто непрекращающийся поток новых жертв. Помимо денег за массажи и сексуальные контакты, для некоторых Эпштейн со временем начинал играть еще одну роль. Он выставлял себя эдаким наставником, человеком, который с позиции богатства и влияния якобы знает, как правильно жить, как добиться успеха и так далее. Для молодых, бедных, уязвимых девушек это нередко звучало убедительно. С некоторыми девушками Эпштейн создавал что-то вроде иллюзии отношений. И я увидела столько сообщений от девушек-вербовщиц, которые регулярно писали финансисту, как они скучают, как они его любят, целуют и так далее. Что-то вроде стокгольмского синдрома. Очень-очень скучаю по тебе. Я пришлю тебе свой украинский номер или воспользуюсь международным, если он там работает. Думаю, в Украине проще, чем в России. Московские девушки очень избалованные. В любом случае стоит проверить Киев. Целую. В отдельных случаях Эпштейн оплачивал обучение своим жертвам. Он помогал деньгами их семьям, создавал ощущение поддержки, покровительства. Вот, например, переписка помощницы Эпштейна Лесли Гроф с одной из русских девушек об оплате ее обучения в бизнес-школе Лондона. Вы получили студенческий идентификационный номер при регистрации. Школа не может найти вас в системе. На какое имя вы зарегистрировались? Я не могу оплатить ваше обучение, пока мы не найдем вас в системе. Я позвонила в школу сегодня утром и начала процесс регистрации для вас. Предоставьте сертификат или диплом. Все это способы подтвердить знание английского языка, а также справки из любых школ, которые вы посещали в России. Они должны быть с официальной печатью и переведены на английский язык. Однако помощь жертвам всегда сопровождалась условиями. Эпштейн давал понять, что любое неповиновение будет иметь последствия. Финансовая поддержка исчезнет, жизнь может превратиться в постоянное давление, угрозы. Завтра я полечу в Нью-Йорк. Мне все равно, потрачу ли я на это все свои деньги. И даже если вас там не будет, я буду ждать каждый божий день перед вашим домом, пока вы не вернетесь. На данном этапе я не против спать на улице, у меня все равно нет дома. Мне нужно с вами поговорить. На что Эпштейн отвечает: извините, вы думаете, это какая-то угроза в мой адрес? Желаю вам всего хорошего. По крайней мере, пока. Поэтому отправлять мне множество электронных писем, которые я только что видел, или сообщений вам невыгодно. Вы оказались в ситуации, которая является результатом ваших собственных действий. Ни больше, ни меньше. Я уверен, что вы сами найдете выход. Напоминаю, что если я получу еще одно плохое письмо, вы не будете со мной разговаривать целый год. На что девушка отвечает:
То, что ты со мной сделал, было намного хуже. Потому что ты прервал мою учебу, бросил меня на улице. И все это посреди моего взросления. Ты не позаботился о моем будущем, обо всех психологических последствиях, которые последовали, включая мою привязанность к тебе. Я заботилась о тебе больше всего на свете, любила тебя больше всего на свете, а ты причинил мне огромную боль. Обращаясь со мной как с парой туфель. Обещаю, я изо всех сил стараюсь быть сильной и сохранять позитивный настрой. Но справляться со всем этим в одиночку в 20 лет, без моральной поддержки и с разбитым сердцем очень тяжело. Особенно после того, как я так сильно любила тебя всем сердцем и до сих пор люблю. Можно только догадываться, под каким эмоциональным давлением оказывались девушки, полностью вверяя свою жизнь насильнику. Но среди жертв Эпштейна были и те, кто обращался в правоохранительные органы. Только их права десятилетиями отказывались охранять. Как ни печально. Видимо, до тех пор, пока Эпштейн не перешел дорогу кому-то важному. Мне простите, но я решила, что я не обойдусь просто чаем в этот раз. Одно газетное издание в 2018 году установило, что около 80 женщин утверждали, что подвергались сексуальному насилию или другим формам домогательств со стороны Эпштейна в период с 2001 по 2006. И этот раздел я хочу посвятить некоторым из этих женщин. Хотя схема действия Эпштейна во всех этих историях была похоже, мне хочется рассказать о жертвах его преступлений и их судьбах, потому что дальнейшая жизнь этих женщин сложилась очень по-разному. Кто-то стал матерью, создал семью, кто-то сумел построить карьеру мечты, стать медсестрой или риэлтором, например. Одна из пострадавших со временем даже стала голливудской знаменитостью. Но для большинства последствия оказались очень тяжелыми. Все они годами боролись с психологическими травмами, посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, зависимостями. Некоторые попадали в тюрьму. Были те, кто не выжил, среди них женщины, покончившие с собой или умершие от передозировки. В целом в этих историях снова и снова прослеживается одно и то же. Насилие серьезно повлияло на их дальнейшую жизнь, и далеко не всем удалось восстановиться до конца. Еще хуже все это звучит с учетом заявлений заместителя прокурора США о том, что новые опубликованные файлы не приведут к новым уголовным обвинениям. Подожди, ну как они могут привести, если он уже мертв? Так он не один действовал. То есть жертвы годами рассказывали свои истории, давали показания, предоставляли документы, но по-настоящему это изучено не будет. Вот все эти 3,5 миллиона файлов прокуратура вообще сама хоть открывала, хочется задать вопрос. Короче, именно поэтому я считаю важным внимательно и подробно показать, что именно заявляли женщины, которые пострадали. Эти люди давно не молчат, они годами пытаются добиться справедливости и привлечь к ответственности всех причастных. Только вот у них не получается быть услышанными, поэтому я хочу про них рассказать здесь. Начнем мы с одной из ключевых фигур во всей этой истории. С женщины, которая пыталась рассказать о преступлениях Эпштейна еще в 90-х. Мария Фармер была юной художницей. Она училась в Нью-Йоркской академии искусств, и в 1995-м на своей выпускной выставке декан академии познакомил ее с Джеффри Эпштейном и с его спутницей Гислейн Максвелл. В этой встрече не было ничего удивительного. Эпштейн был членом Совета академии и финансово помогал учреждению. И еще до их знакомства Фармер знала, что Эпштейн регулярно посещал мероприятия академии и часто наблюдал там за работой студентов-художников. В школе пара Эпштейн и Максвелл были известны как такие важные покровители искусства. Летом 95-го Фармер и еще 4 художницы были отобраны деканом академии для поездки в Санта-Фе ради некого конкурса. Вскоре всех пригласили на званый ужин на ранчо Эпштейна. Оно находилось неподалеку. Зачем это было сделано? Непонятно. По официальной версии, художницы должны были создавать произведения искусства, и лучшая из них получила бы какой-то крупный заказ от Эпштейна. Но это так и ничем не закончилось, никакого заказа не поступило. А декан академии, кстати, впоследствии отрицала, что когда-либо была на этом ранчо, пока ей буквально не предъявили фото, которое доказывало обратное. После возвращения в Нью-Йорк Мария устроилась на работу к Джеффри Эпштейну. Сначала она была его консультантом по искусству. Она помогала выбирать картины для его коллекции. Позже она продолжила работать уже в нью-йоркском особняке. Там она работала на ресепшене, регистрировала мастеров, декораторов, знакомых Эпштейна. В первой половине 96-го Фармер получила заказ на создание 2 художественных работ для съемочной площадки фильма «Лучше не бывает».
В тот момент она жила в маленькой квартире без лифта, и работать там было крайне неудобно. Тогда Эпштейн предложил ей переехать и работать в качестве художницы. Она должна была поселиться в гостевом доме на территории поместья Лесли Векснера в Огайо. Девушка согласилась. Территория оказалась просторной, но почти сразу ее насторожили детали. Дом охраняла вооруженная служба безопасности, а чтобы покинуть участок или выйти за его пределы, фармера должна была получать разрешение у жены Векснера. В один из дней в поместье приехали Эпштейн и Максвелл, и там они подвергли художницу сексуализированному насилию. И в какой-то момент девушке удалось вырваться, убежать в другую часть дома и забаррикадироваться в комнате. Она придвинула мебель к двери. Фармер связалась с членами своей семьи и обратилась за помощью к властям. Однако охрана на территории поместья заявила ей, что она не может уйти. По ее словам, в течение примерно 12 часов ее удерживали там против воли. Покинуть территорию ей удалось только после того, как за ней приехал отец, который без остановок мчался 4 часа из Кентукки в Огайо, чтобы забрать дочь. Позже, тем же летом, Фармер узнала, что ее младшая сестра, Энни Фармер, также стала жертвой Эпштейна. Это произошло несколькими месяцами ранее, в апреле 1996 года, во время визита Энни на ранчо Зорро в Нью-Мексико. Ой, там, блядь, на этом ранчо Зорро ты охуеешь, что было. 26 августа 1996 года Фармер обратилась в полицию Нью-Йорка и в ФБР. Она сообщила о нападении. Однако никакой реакции со стороны властей тогда не последовало. В материалах ФБР от 3 сентября 1996 года указано только, что Фармер, как профессиональная художница и фотограф, делала снимки своих сестер для собственных художественных проектов. А Эпштейн забрал фотографии и негативы и, предположительно, попытался их продать. В тех же материалах упоминается и другой эпизод. Эпштейн однажды попросил Фармер фотографировать молодых девушек у бассейнов. Кроме того, она утверждала, что он угрожал сжечь ее дом, если она кому-либо расскажет о фотографиях. Рассказ Марии Фармер подтвердили ее знакомые, известные и публичные люди из мира искусства. У художницы даже взяли интервью журналиста Vanity Fair, но они тогда не решились его опубликовать. Все потому, что им угрожала Максвелл. Гислейн регулярно угрожала как самой девушке, так и людям, которые пытались ей помочь. Из-за этого Марии Фармер пришлось распрощаться с нью-йоркским миром искусства. Фармер сменила имя, и сначала она переехала в Северную Каролину, начала там тихую, размеренную жизнь. Она занималась продажей антиквариата, реставрацией домов. По факту девушка оставалась в тени 24 года, она опасалась за свою жизнь. Впервые с Фармер связались в 2006 во время первого суда над Эпштейном, но ее показания не были учтены. В 2016 с художницей снова связались, но на этот раз юристы другой жертвы, Вирджинии Джуфре. После публикации новых файлов Эпштейна имя Марии Фармер снова оказалось в центре внимания. Люди начали заново рассматривать ее работы и находить в них прямые намеки на то, что она давно говорит об Эпштейне и обо всем его окружении. Особенно много обсуждений вызвала ее самая известная картина, которая была написана в 2020-м. Работа называется «Settles». Сверху на стене подпись диаграммы ФБР. Джеффри Эпштейн находится в летающей тарелке, Гислейн Максвелл, такая кровожадная рептилия в пузыре, откусившая голову школьницы, а Алан Дершевиц, беспринципный адвокат Эпштейна, о котором я через пару минут расскажу подробнее, без штанов успокаивает своих жертв под деревом, усеянным отравленными яблоками. Тут и Дональд Трамп на грибе, и Джефф Безос под землей в огне, и Лесли Векснер в виде головы змеи, а херувимы в небе, по словам Фармер, это ее адвокаты. Картина производит тяжелое впечатление прежде всего вот этими деталями. На ней есть школьный автобус ФБР с номером 666, здание, напоминающее дом Эпштейна на острове, тоже с номером 666, тела, развешанные на деревьях, множество фаллических символов и религиозных отсылок. Все это выглядит намеренно перегруженным и тревожным. Объясняя замысел, Фармер говорила: «Я хотела показать это с точки зрения ребенка. По сути, я пытаюсь сказать ФБР, если вы не способны понять даже это, вы не сможете понять и то, что нарисовал бы ребенок». Незадолго до того, как Мария Фармер публично заявила о себе в апреле 2019-го, у нее диагностировали редкую опухоль головного мозга. По ее словам, именно тогда она осознала, сколько в жизни потеряла, пытаясь спрятаться и молчать. Фармер утверждала, что серия Settles будет продолжена. Среди будущих работ она называет проекты с названием «7 смертных грехов Силиконовой долины» и «Педавуд», серию, посвященную сексуальным преступлениям в Голливуде. Раз уж мы начали с самой первой жертвы, то постараемся пойти по хронологическому порядку. Но сразу скажу, что про некоторых жертв известно сильно больше, чем про других.
Алисия Арден – это модель из Калифорнии. Там все случилось по той схеме, которую я в разделе «Пирамида секс-трафикинга» рассказывала. В мае 97-го Эпштейн представился Арден как агент по поиску талантов для Victoria's Secret. Мужчина предложил ей встретиться для прослушивания, назначил встречу в своем гостиничном номере. И, по словам женщины, как только она пришла, ситуация резко изменилась. Эпштейн ее схватил, попытался раздеть, вербально дал понять, что с ней сейчас произойдет то, чего она совсем не хочет. Ей удалось вырваться, убежать, и девушка покинула номер в слезах. А на следующий день она пошла в полицию. Она понимала, что Эпштейн может и дальше прикрываться связями с Victoria's Secret и продолжать причинять вред другим девушкам. Спустя неделю она пришла в полицейский участок, чтобы официально зафиксировать заявление, но дело дальше так и не продвинулось. Она не единственная подавала такие заявления, но другие заявления от женщин, столкнувшихся с похожими ситуациями, тоже ни к чему не привели. С мертвой точки дело Эпштейна едва ли сдвинулось в 2004-м. Тогда в ноябре полиция флоридского Палм-Бич получила сообщение о том, что у дома финансиста регулярно замечают молодых девушек, которые заходят внутрь и выходят через какое-то время. И снова ничего. Через 16 дней полицейское управление получило пожертвование от Эпштейна на сумму $90 тысяч. И все как будто снова замяли. Только 4 месяца спустя, в марте 2005-го, ситуация начала немного меняться. В полицию тогда обратилась женщина, которая заявила, что ее 14-летняя падчерица получила от Эпштейна $300 за массаж в полуобнаженном виде. Девочка рассказала, что туда ее привела одноклассница из средней школы. И вот именно после этого началось относительно серьезное расследование. Оно продлилось 13 месяцев. За домом Эпштейна в Палм-Бич установили наблюдение. И полицейские отмечали, что туда регулярно приходили девочки с рюкзаками, видимо, после школьных занятий. Вскоре между полицией и прокуратурой возник явный конфликт. Следователи на местах настаивали на полноценном расследовании. Они хотели довести дело до конца, а прокуратура округа, напротив, делала все возможное, чтобы затормозить процесс. На этом этапе в дело вмешалось ФБР. Федеральные агенты допросили под присягой 5 предполагаемых жертв, а еще 17 свидетелей. В ходе работы были изъяты школьные документы и другие предметы, найденные в мусорных баках и в доме Эпштейна. Эти материалы, как указывалось, свидетельствовали о том, что некоторым из девушек не исполнилось 18 лет. Самой младшей было 14, а многим меньше 16. Во время обыска в резиденции в Палм-Бич полиция обнаружила скрытые камеры, а еще большое количество фотографий девушек, включая тех, кто уже давал показания. Позже сообщалось, что одна из сотрудниц Эпштейна успела вынести электронное оборудование и диски с данными еще до начала обыска. В итоге ФБР подготовило отчет о 34 подтвержденных жертвах, которые имели право на компенсацию. Позже это число увеличилось до 40. Их показания о сексуальном насилии со стороны Эпштейна содержали конкретные детали и считались весьма обоснованными. На этом этапе казалось, что наконец-то расследование действительно доведут до конца. Эпштейн понесет серьезное наказание, и все вытекающие последствия. Но потом все резко изменилось. Прокурор округа Александр Акоста согласился на выгодную сделку. Выгодную не следствию, а преступнику. Эпштейн признавал вину всего по одному пункту – подстрекательство к проституции. Всего этих обвинительных пунктов было больше 60. Я угадаю, по проституции самый наименьший штраф или наказание, или что-нибудь типа такого, да? Так, конечно, и всего один случай. Но ошибся, мог ошибиться. Взамен на признание Эпштейн получал иммунитет от всех федеральных уголовных обвинений. Более того, этот иммунитет распространялся и на его возможных соучастников. По сути, соглашение полностью останавливало любые дальнейшие расследования ФБР в отношении Эпштейна. Есть еще один важный момент. По закону, при таком соглашении правоохранители должны были уведомить жертв, но этого не сделали. Ни одна из пострадавших не была поставлена в известность. Законно ли все это? Конечно, нет, но выяснилось это много лет спустя. Как так вышло? Ответ простой: связи, коррупция и сильнейшие адвокаты страны. Один из них – Алан Дершовиц. Я считаю необходимым рассказать вам о нем, потому что этот человек был близким другом Эпштейна, не просто адвокатом. Он напрямую участвовал в его защите. Фигура крайне противоречивая. Профессор права Гарварда, адвокат с репутацией человека без принципов. Среди его клиентов, например, Майк Тайсон, Петти Хёрст, Джулиан Ассанж, Харви Вайнштейн, Дональд Трамп. Мне очень понравилась о нем статья в Нью-Йоркере. Она называлась «Адвокат дьявола». Там еще есть такая карикатура Дершовица. Мне кажется, она довольно ироничная, но при этом удивительно точно отражающая, чем именно он занимается и какую роль вообще играет в подобных историях.
Вообще, этот адвокат, конечно, удивительный персонаж. В разные годы он публиковал тексты, которые вызывали серьезные вопросы. Например, Дершевиц писал о том, что возраст согласия стоит снизить до 14 лет. Он это аргументировал тем, что добровольные сексуальные отношения распространены в этой возрастной группе. В других работах адвокат рассуждал о необходимости узаконить пытки над заключенными в некоторых исключительных случаях. Это я еще вам не рассказала о том, что одна из жертв Эпштейна вообще заявляла о насилии со стороны Дершевица. Я об этом еще упомяну, когда мы будем говорить о Вирджинии Джуфре. В общем, именно этот человек, так называемый адвокат дьявола, сыграл ключевую роль в том, что Эпштейн получил крайне выгодную сделку со следствием. В результате его приговорили всего к 18 месяцам лишения свободы, причем на особых условиях. Только послушайте, какие там условия. Финансист содержался в камере с незапертой дверью 6 дней в неделю. Он мог покидать тюрьму, уходя на работу по 12 часов в день. Фактически в таком режиме он провел около 13 месяцев, после чего был переведен под домашний арест. Как вам такое тюремное заключение? И во время суда, и после освобождения команда Джеффри Эпштейна вместе с его окружением активно занималась пиаром. Среди его друзей было немало влиятельных личностей, которые были способны влиять на медиаповестку. В результате в прессе начали появляться формулировки, которые заметно смягчали суть обвинений. В то время газета New York Times вышла с заголовком «Финансист начал отбывать наказание по делу о проституции». Формально это было верно, но подобная подача сильно искажала масштаб происходящего. Речь шла не о проституции как таковой, а о систематическом сексуальном насилии, где самой младшей жертве было 14. Это ребенок, это не секс-работница. Несмотря на попытки сгладить общественное восприятие, в последующие годы против Эпштейна продолжали подавать гражданские иски. Именно благодаря ним становится ясно, что речь шла не о разовых эпизодах, а о системе, где с людьми обращались как с товаром. Их можно было перевозить, передавать знакомым, держать в страхе годами. Об этом нам расскажет история Авы Кадера. Уже после первого суда в 2007-м в суд с адвокатом пришла 22-летняя латиноамериканка Ава Кадера. Она подала иск против Джеффри Эпштейна. Она утверждала, что в 16 лет финансист заманил ее в свой особняк, пообещав карьеру модели Victoria's Secret. В судебных документах описывалось, что Эпштейн подчеркивал ее возраст и уговаривал приводить с собой подруг, прямо намекая, что его привлекают девушки именно этого возраста. В иске подробно излагались эпизоды сексуального насилия. В качестве ответчиков были указаны Лесли Векснер и Victoria's Secret. Утверждалось, что Векснер сознательно позволял Эпштейну использовать престиж и гламур бренда для вовлечения молодых моделей и девушек-подростков. В сексуальную эксплуатацию вовлечения, имею в виду. В деле Кадера отдельного упоминания заслуживает реакция части прессы. Например, газета New York Post вместо расследования иска сосредоточилась на самой девушке. В публикациях ее высмеивали, раскрывали личные данные, обсуждали аспекты частной жизни, которые не имели отношения к сути обвинений. Были обнародованы сведения о ее гендерной идентичности, прежнее имя, состояние здоровья, эпизоды из прошлого. В ход пошли материалы из социальных сетей, которые включали контент сомнительного происхождения. В результате фокус сместился с обвинений против Эпштейна на дискредитацию модели. Позже Ава Кадера подала против газеты иск о клевете на $100 миллионов. В нем утверждалось, что редакция действовала согласованно с командой Эпштейна. В иске также говорилось, что журналисты Пост связались с отцом, братом, другими родственниками Кадера. Они неправомерно сообщили ему о заболеваниях, передающихся половым путем, которыми якобы страдала девушка. Как эти люди себя журналистами вообще могут называть, если честно, я не понимаю. Газету в результате обвинили в нарушении законов штата Нью-Йорк о медицинской тайне и норм, защищающих людей, заявивших о сексуализированном насилии. Все это, по версии истцов, делалось ради сбора компромата на женщину, которая рассказала о насилии в подростковом возрасте. В файлах, опубликованных в конце января, был обнаружен документ мирового соглашения с Кадера на сумму $28 тысяч. В обмен на урегулирование спора девушка согласилась на полное снятие всех претензий, на строгую конфиденциальность и пункт о неразглашении. Ей запрещалось делать любые публичные заявления, которые могли бы порочить или наносить ущерб репутации Эпштейна или других ответчиков. Кроме того, ей было запрещено сотрудничать или помогать в любых других гражданских исках против Эпштейна. Через несколько дней после составления этого документа ее адвокат отозвал иски с запретом на повторное
повторное рассмотрение. Это означает, что она не может подать их повторно. Дальше часть пострадавших будет обозначена как Джейн Доу с порядковым номером. Джейн Доу – это стандартное обозначение для анонимной женщины в судебных документах. В этом деле таких Джейн Доу много, и различаются они только номерами. Кстати, почему их называют именно так, я писала в своем телеграм-канале. Вот, пожалуйста, некоторая селф-промо. Я, как ваш старательный копатель онлайн, поначалу хотела подписать всех по именам, потому что многих я нашла в файлах. Я сопоставила все данные и даже построила огромную детективную доску. Но в момент написания Джейн Доу номер 2 я наткнулась на вот эту довольно свежую статью в New York Times и поняла, что жертв сдеанонили без их разрешения. Публикация файлов, которая изначально подавалась как шаг к справедливости и привлечению к ответственности виновных, на практике во многом ударила именно по жертвам. Имена многих женщин, которые хотели остаться анонимными, в результате оказались раскрыты. При этом никто заранее их не уведомлял о том, что личные данные будут раскрыты. Это, на минуточку, тоже грубейшее нарушение прав. И на этом фоне особенно контрастно выглядит то, что ряд влиятельных людей, которые общались с Эпштейном, даже входили в его близкий круг, так и не был публично назван. Та самая Джейн Доу номер 2 заявила, что вся ее электронная переписка была опубликована без какой-либо цензуры и что о ней уже написано множество статей. Другая, Джейн Доу номер 5, сообщила о преследовании со стороны СМИ и частных лиц. Джейн Доу номер 8 рассказала, что в открытый доступ попали ее банковские данные, и ей пришлось срочно блокировать карты и счета. Женщина попросила закрыть сайт с архивом, провести редактуру, удалить их имена, но уже слишком поздно файлы успели разойтись по независимым источникам, которые скопировали все документы, стремясь сохранить материал в неизменном виде и не допустить правок со стороны государства. Именно поэтому я для себя провела четкую границу. О тех, кто публично заявил о себе и выступает под своим именем, я буду говорить открыто. А имена женщин, которые раскрыты случайно, без согласия, я упоминать не буду. Теперь поговорим конкретно про Джейн Доу номер 2. В 2008 году в суд обратилась женщина под судебным псевдонимом. Она подала гражданский иск на $50 миллионов. В заявлении она утверждала, что в 2004-2005, когда ей было 16, ее завербовали под предлогом того, что она будет делать массаж Джеффри Эпштейну. Ее отвезли в особняк, где мужчина разделся и совершил над девочкой акт сексуализированного насилия, после чего заплатил ей $200. Аналогичный иск в марте 2008 подала еще одна женщина. Ее представлял тот же адвокат. Оба иска были отклонены. На несколько лет все затихло. Ситуация изменилась в 2014. В декабре во Флориде был подан федеральный гражданский иск от Кортни Уайлд и Джейн Доу номер 2. На этот раз ответчиком выступали Соединенные Штаты. Основанием стало нарушение закона о правах жертв преступлений. Речь шла о той самой сделке о непризнании вины, которая была заключена с Эпштейном без уведомления пострадавших. Ну, помните, мы уже это обсуждали. Позже к этому иску попытались присоединиться Вирджиния Джуфре. Знаю, она уже не первый раз всплывает, о ней я тоже расскажу буквально через минуту. А еще к иску присоединилась Джейн Доу номер 4. В этом иске заявительницы обвиняли Алана Дершевица, того самого адвоката дьявола. Они обвиняли его в сексуализированном насилии над Вирджинией Джуфре. Сама Джуфре, в свою очередь, обвинила в насилии принца Эндрю, брата нынешнего британского короля. При этом в самом документе утверждалось, что Джеффри Эпштейн руководил сетью сексуальной эксплуатации и предоставлял несовершеннолетних девушек влиятельным людям, американским политикам, крупным бизнесменам, иностранным лидерам, какому-то известному премьер-министру и другим фигурам мирового уровня. Тем не менее, на тот момент никакого окончательного решения по этому иску так и не последовало. И здесь мы переходим к одной из самых известных и публичных жертв Эпштейна – Вирджинии Джуфре. Вирджиния происходила из неблагополучной семьи, и с 7 лет она подвергалась сексуализированному насилию со стороны отца. Позже мужчина отдал дочь другу семьи, который впоследствии был зарегистрирован как сексуальный преступник за изнасилование несовершеннолетних. Вирджиния сбежала из дома, и в 14 она жила на улице. В 15 она подверглась насилию со стороны мужчины, который руководил подставным бизнесом для международной торговли людьми. Этот бизнес был известен как модельное агентство Perfect Ten.
ФБР провело обыск в офисе модельного агентства, и позже мужчина признал себя виновным в контрабанде людей, а еще в бесштатных поездках с целью проституции и отмывания денег. После этого Джофре вернулась к отцу. Тот работал менеджером по техническому обслуживанию в поместье Мар-а-Лаго. Те, кто следит за американской политикой, хорошо знают это место. Это частная резиденция Дональда Трампа, который сейчас нынешний президент США. В 2000 году отец пристроил Вирджинию на работу в Мар-а-Лаго. На тот момент девочке было 17. Вирджиния Джофре начала работать в спа-салоне флоридской резиденции Трампа. И именно там она познакомилась с Гислейн Максвелл, которая предложила ей подработку – делать массажи. Когда Джофре приехала в дом Джеффри Эпштейна в Палм-Бич, ситуация сразу же оказалась совсем не такой, как она ожидала. По ее словам, Эпштейн был голый, Максвелл объясняла, как именно нужно делать массаж. И изначально Вирджиния восприняла их как людей, которым можно доверять, и она откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить о побеге из дома, о сексуальном и физическом насилии. И позже девушка догадалась, что это было худшее, что она могла сделать. Ведь после этого они поняли, насколько она уязвима. Вирджиния Джофре утверждала, что после знакомства с Эпштейном ее начали очень быстро втягивать в схему, которую внешне подавали как обучение профессиональному массажу. Как вы правильно догадались, за этой формулировкой с самого начала скрывалась сексуальная эксплуатация. В течение 2,5 лет Эпштейн использовал ее для оказания массажных и сексуальных услуг, как для себя, так и для людей из своего делового окружения. По словам Вирджинии, Гислейн Максвелл прямо сказала ей, что она должна делать для принца Эндрю то же самое, что делает для Джеффри. Среди других мужчин, которым ее передавали, были известные бизнесмены, ученые, политики, юристы, в том числе уже упомянутый мной адвокат Алан Дершевиц и Жан-Люк Брюнель, французский скаут моделей. Все упомянутые мужчины обвинения Вирджинии Джофре отрицали. В сентябре 2002, когда девушке уже исполнилось 19, она улетела в Таиланд и поступила в международную школу массажа в Чангмае. Билеты ей предоставила Гислейн Максвелл, и причина поездки была не совсем в обучении. По словам Джофре, помощница Эпштейна дала ей конкретное поручение – познакомиться с определенной тайской девушкой и привезти ее в Соединенные Штаты, соответственно, для Джеффри. Во время обучения Вирджиния познакомилась с мужчиной, который впоследствии стал ее мужем. Именно тогда она сообщила Эпштейну, что больше она не собирается возвращаться. Вместе с мужем девушка уехала в Австралию, где на протяжении примерно 5 лет она жила тихой семейной жизнью и воспитывала детей. Когда в 2005-м началось первое расследование, Джофре начали звонить Эпштейн и Максвелл. Они задавали ей прямой вопрос, общалась ли она с властями. А вскоре после этого с ней связался агент ФБР, который сообщил, что она была идентифицирована как жертва в первом уголовном деле против Эпштейна. Долгое время Вирджиния отказывалась от общения с американскими следователями, но ситуация изменилась, когда к ней обратились уже представители Федеральной полиции Австралии. И позднее многие показания девушки были подтверждены свидетелями. Вирджиния участвовала во множестве процессов. Она поддерживала других пострадавших, поначалу анонимно, а после рождения дочери в 2010-м она выступала публично. В декабре 2014-го Джофре создала организацию «Жертвы отказываются молчать». И в ноябре 25-го фонд был перезапущен под названием «Выскажись, действуй, вернись». В рамках гражданского соглашения с принцем Эндрю Джофре получила компенсацию в размере около 12 миллионов фунтов стерлингов. Часть этих средств была направлена на помощь другим жертвам насилия. Кроме того, ей были выплачены миллионы долларов по иску против Гислейн Максвелл. Перечислять все судебные разбирательства с участием Джофре нет смысла. Их было очень много. Против нее самой также пытались подавать иски, кстати. Обвиняли во лжи, но ни один из них не увенчался успехом. В 2019-м Вирджиния стала одной из 16 женщин, чьи показания прозвучали в рамках дела против Эпштейна. Но вот некоторые обвиненные ею люди были настолько неуязвимыми, что добиться справедливости Вирджинии не удалось. Она много лет заявляла, что адвокат Алан Дершевиц, о котором я уже не раз упоминала сегодня, подвергал ее насилию. Но в какой-то момент, спустя годы после всех судов над Эпштейном, девушка вдруг заявила, что, возможно, что-то попутала. И вообще, юрист ее не трогал. Зная этого адвоката, он бы подал на нее в суд за клевету, если бы это было неправдой, потребовал бы многомиллионную компенсацию в ущерб репутации. Но он этого не сделал. Интересно, почему? Вирджиния Джофре вместе с Марией Фармер снялась в документальном сериале «Джеффри Эпштейн. Грязный богач».
Он вышел на Netflix в мае 2020 года. Вирджиния также работала над рукописями, включая автобиографию «Ничья девушка». Она там раскрывала многие подробности, например, что врачи Эпштейна сделали ей аборт, пока она была не в сознании, о том, что ее изнасиловал известный премьер-министр, о том, что Максвелл и Эпштейн пытались ее использовать в качестве суррогатной матери. И я знаю, что звучит это очень бредово, но когда мы будем разбирать совсем странные файлы ФБР, мы увидим похожие показания других источников. В марте 2025 года Джофре сообщила в социальных сетях о серьезной автомобильной аварии. По ее словам, машину протаранил школьный автобус. После аварии женщину госпитализировали, и врачи диагностировали почечную недостаточность. Спустя месяц Вирджиния Джофре погибла. Достоверных подробностей нет. Официально была озвучена версия самоубийства. Однако родственники настаивали, что считают это невозможным. Мемуары «Ничья девушка» были опубликованы уже после ее смерти. Осенью 2001-го к 14-летней Дженнифер Араос, которая стояла неподалеку от своей средней школы, подошла молодая женщина. Она вела себя дружелюбно, легко входила в доверие и задавала личные вопросы о семье, условиях жизни, о финансовой ситуации. Они пообщались несколько раз, и потом в разговоре впервые прозвучало имя Джеффри Эпштейна. Женщина-вербовщица говорила, что Эпштейн верит в помощь людям и якобы уже поддерживает ее и ее семью. По словам Араос, это подавалось как пример заботы и благотворительности. Именно так разговор постепенно смещался в сторону знакомства с ним. Ну, он же такой молодец. Дженнифер рассказывала, что та женщина еще несколько раз появлялась возле ее школы. Иногда предлагала купить газировку или пообедать где-то. Она явно пыталась сблизиться с девочкой. По словам жертвы, первые несколько визитов к Джеффри Эпштейну выглядели безобидными. Они в основном просто разговаривали, и к ним обычно присоединялась та самая приветливая женщина, создавая ощущение безопасности. Ситуация изменилась во время одного из визитов, когда Араос пришла туда уже одна. Эпштейн устроил для нее экскурсию по дому, которая закончилась в помещении, которое он назвал своей любимой комнатой. Там стоял массажный стол, а на стене висела картина с изображением обнаженной молодой женщины. По словам Дженнифер Араос, в течение следующего года она неоднократно возвращалась в эту комнату. Там, как она утверждала, на нее оказывали психологическое давление и манипулировали ею. Они заставляли раздеваться, делать Эпштейну массаж. По словам девушки, во время визитов Эпштейн осыпал ее комплиментами по поводу внешности, подчеркивая, как сильно он любит женщин с небольшой грудью, а также обещал помочь ей начать актерскую или модельную карьеру. В конце концов, в ходе одного из таких сеансов массажа финансист ее изнасиловал. По словам Араос, Джеффри Эпштейн игнорировал ее мольбы. После того эпизода она больше никогда не возвращалась в его дом. Пережитая травма на нее сильно повлияла. У Араос развилась тяжелая тревожность, начались панические атаки. Она бросила школу, чтобы не возвращаться в район, который был связан с этим опытом. В итоге ей пришлось отказаться и от своей мечты стать актрисой. Хотя Эпштейн и его сообщники неоднократно пытались с ней связаться, она старательно не выходила на связь и пряталась от любых контактов. В 2019-м Дженнифер Араос подала гражданский иск, в котором она подробно изложила свою историю. Помимо Эпштейна, она обвинила Лесли Гроф, его помощницу, а также еще одну женщину, работавшую в его окружении. Сейчас Дженнифер продолжает жить обычной жизнью и работает визажисткой в нью-йоркском районе Куинс, недалеко от дома, в котором выросла. В 2019 году еще 3 женщины анонимно подали гражданские иски против Эпштейна. В судебных документах они фигурируют под псевдонимами Кэтлин Доу, Лиза Доу и Присцилла Доу. Согласно искам, Кэтлин и Лиза познакомились с Эпштейном, когда им было по 17. Присцилле на момент знакомства было 20. Все 3 женщины подтверждали, что Эпштейн использовал разветвленную сеть сообщников для вербовки, а еще эксплуатации и удержания под полным контролем, и психологическим, и финансовым, и социальным. Отдельно подчеркивалось, что злоупотребления продолжались и после 2007-го, когда Эпштейн заключил сделку с федеральными прокурорами, которая позволила ему тогда отделаться от большинства обвинений и провести лишь 13 месяцев в тюрьме. В исках утверждалось, что Эпштейн организовал перелеты Кэтлин и Присциллы
Присциллы во Флориду, чтобы продолжать эксплуатацию, несмотря на формальный статус условного освобождения. Кэтлин заявляла, что он намеренно делал ее зависимой от него, пообещав платить за необходимое медицинское лечение. Лиза и Присцилла утверждали, что Эпштейн контролировал их, обещая карьерное продвижение в танцах и модельной сфере. Эти обещания, по их словам, использовались как способ давления, способ удержания. Присцилла Доу утверждала, что познакомилась с Эпштейном через Гислейн Максвелл, которая, по ее словам, играла ключевую роль в контроле и обучении девушек. Помните, до этого и другие говорили о том, что Максвелл объясняла им, как правильно удовлетворять Джеффри. Присцилла также заявляла, что у нее изымали паспорт во время пребывания в поместье Эпштейна. Она утверждала, что ее заставляли встречаться с разными людьми, включая высокопоставленных иностранных лиц. Девушка рассказала, что Эпштейн заставлял делать массаж своим влиятельным друзьям, которые также подвергали ее сексуализированному насилию. Имена этих мужчин в иске не называются. Но указывается, что жертву принуждали к совершению множества других сексуальных действий, которые, дальше цитата, слишком откровенны и извращенны, чтобы подробно описывать их в иске. Некоторые из этих заявлений, как и в других обращениях, не получили судебного подтверждения. Все три женщины также упоминали использование над ними секс-игрушек в особо садистском формате. Женщины также подчеркивали, что оставались рядом с Эпштейном не по собственной воле, а из-за давления, обещаний помощи, из-за страха последствий. Уйти им удалось лишь тогда, когда ситуация стала для них полностью невыносимой. Как я уже говорила, в файлах Эпштейна упоминаются не только американские девушки. Там встречается множество имен гражданок разных стран. России, Украины, Беларуси, Франции, Словакии и еще множество государств. Я их даже себе выписывала, у меня сохранился весьма такой немаленький список, состоящий из Даш, Вик, Наташ, Светлан и так далее. Но опять же, так как я уже говорила, никаким судом они не обозначены, ни как жертвы, ни как соучастницы, они не давали своего разрешения на разглашение их имен и отношения к Джеффри Эпштейну. Поэтому я вынуждена их пропустить. Но там ничего кардинально нового не было, схема была все такой же. А вот одна из жертв была из Южной Африки, и она публично о себе заявила. Джульетта утверждала, что впервые столкнулась с Эпштейном, когда ей было 20 лет. Девушка жила в Кейптауне, училась на факультете психологии и философии, подрабатывала моделью, и все началось с, казалось бы, случайного разговора на вечеринке. К ней подошла женщина, сказала, что хочет познакомить ее с очень влиятельным мужчиной. По ее словам, это был человек, которого называли королем Америки. Вербовщица добавила, что он находится в компании Билла Клинтона, а еще Кевина Спейси и Криса Такера, а его лучший друг Лесли Векснер, владелец Victoria's Secret. В общем, намек был прозрачным. Такое знакомство может открыть многие двери. Они пошли в ресторан неподалеку, и, как утверждает Брайант, все оказалось правдой. За столом сидели Клинтон, Спейси, Такер, Эпштейн и несколько высокопоставленных чиновников из Южной Африки. Брайант подчеркивает, что не обвиняет Клинтона, Спейси или Такера в каких-либо преступлениях. Их разговор длился всего несколько минут. Но на этом история не закончилась. На следующий день ей позвонила та самая женщина и сказала, что Джеффри хочет посмотреть ее модельное портфолио. По словам Джульетты, Эпштейн заявил, что она идеально подходит для Victoria's Secret. Хоть он и уехал, его помощники тут же начали действовать. Визы, билеты, логистика, все завертелось с пугающей скоростью. Брайант вспоминала, что у нее не было денег, но ей сказали не волноваться, все расходы якобы вычтут из будущих гонораров. Особенно девушку поразило, как быстро ей оформили визу в США. По прибытии в Нью-Йорк Джульетте сообщили, что следующим пунктом будет Карибский регион, частный остров Эпштейна. Девушка решила, что это будет некая модельная съемка, но на борту самолета, как утверждает Брайант, у нее забрали паспорт. Ну а дальше произошло сексуализированное насилие. Она рассказывала, что именно в этот момент она поняла, никакой фотосессии не будет. Это не модельный контракт и не карьера. Это ловушка. Ее не пригласили, ее увезли. Брайант утверждает, что оказалась на острове Эпштейна без возможности уехать, и в течение последующих лет она стала жертвой торговли людьми. Она также указывает на важную деталь. Ее первое знакомство с Эпштейном совпадает по времени с периодом, когда он предоставлял свой самолет Биллу Клинтону для поездки фонда Клинтона по Африке. В итоге Джульетта Брайант получила компенсацию, сначала в рамках программы компенсаций жертвам Эпштейна в 2020 году, а затем по отдельному соглашению с
JP Morgan Chase в 23-м. И это далеко-далеко не все имена жертв. В 2019 году, во время последнего суда над Эпштейном, все только началось. После смерти педофила поток исков только усилился. В 2020-м последовала новая волна обвинений. Многие судебные процессы продолжаются до сих пор. Но они в основном о выплате компенсаций. И я не думаю, что кто-то еще будет посажен. По крайней мере, пока что такой тенденции не наблюдается. Да, у части богатых и влиятельных знакомых Эпштейна начались какие-то проблемы. Проблемы? Никакой реальной ответственности, так? Отставки, осуждение общества. Вряд ли это можно сравнить с реальным вредом, который был нанесен жертвам всей этой эпштейновской системой секс-трафикинга. Всю эту насильническую пирамиду было бы невозможно построить в одиночку, самостоятельно. Над обеспечением этой преступной системы десятилетиями трудились десятки людей. Хотя на данный момент никто из них, кроме одной, не понес наказания. Самую главную сообщницу Джеффри Эпштейна, я уверена, что многие из вас знают. Это Гислейн Максвелл. Она была дочерью британского медиамагната Ната Роберта Максвелла. Когда именно начались их отношения с Джеффри, неизвестно, но уже к началу 90-х они были крайне близки. В интервью 2001-го друзья Эпштейна рассказывали, что Максвелл вообще-то мечтала выйти за него замуж. Она искренне его любила и во многом была от него зависима. Какое-то время между ними действительно существовала романтическая связь, однако со временем характер этих отношений изменился. В какой-то момент Максвелл фактически стала главным менеджером секс-трафикинга моделей и детей. Она нанимала персонал, раздавала указания, контролировала процессы, участвовала в принятии ключевых решений. По сути, именно через нее проходило управление всей этой схемой. Отдельную роль играли ее социальные связи. Благодаря фамилии и кругу общения покойного отца, Максвелл была полноценной светской фигурой. Причем и в Великобритании, и в США. Она вращалась в элитных кругах, имела знакомства в высшем обществе и даже в британской королевской семье. С принцем Эндрю она была знакома еще со студенческих времен. Для Эпштейна это был важный актив. Выход к еще одной закрытой влиятельной элите, связанной с британской короной. Помимо этой светской стороны, у Максвелл была и другая, куда более мрачная. По показаниям множества жертв, как вы сами это услышали только что, она принимала активное участие в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Она участвовала в вербовке, подталкивала девушек, обучала их тому, как нужно угождать Эпштейну, запугивала, угрожала. В ряде случаев, по словам пострадавших, она вступала с ними в сексуальные отношения совместно с Эпштейном. В материалах ФБР, в протоколах допросов зафиксированы подробные показания о ее прямом участии в подготовке жертв. В одном из таких протоколов говорится, что во время первой встречи жертвы с Эпштейном он уже находился на массажном столе, а Максвелл лично демонстрировала, как выполнять все вот эти действия. Мне кажется, я уже потеряла истинное значение слова «массаж». Вообще, Гислейн сознательно присутствовала при первых контактах. Это было не случайно. Это была ее задача, и она была очень простой – создать у подростка ложное чувство безопасности. И это, на удивление, работало. Вот это женское присутствие, спокойный тон, уверенность – все это использовалось, чтобы нормализировать происходящее и снять тревогу. Эта схема использования Максвелл как гаранта безопасности повторяется из показания в показания. Снова и снова. Именно поэтому в истории Эпштейна Гислейн не второстепенная фигура, она была не просто сообщницей, она была ключевым элементом всей этой системы. Без нее эта схема вряд ли могла бы работать так долго и так эффективно. Вообще вот этот вот психологический трюк, что женщина это как бы гарант безопасности для девочки, которая приходит в комнату, она используется многими преступниками. Мне на ум вот, например, сразу приходит дело об убийстве на болотах, о Иэне Брэдли и Майре Хиндли. Это британская пара маньяков. Мужчина-садист, психопат и женщина, которая помогала ему заманивать детей и совершать просто неописуемые зверства. Я рассказывала о них в своем фильме обо всех самых громких делах 20 века. Там 2 части, и вот это дело во второй, по-моему, рассматривается. Очень советую посмотреть, если кто-то еще не видел. Очень горжусь этой работой. Но вернемся к нашей преступной парочке. В архиве зафиксировано 13 542 письма, где Максвелл выступает отправителем или получателем. И благодаря этим сообщениям можно понять, что она координировала, практически все. Имущество, встречи, поездки, трафикинги детей. Переписка наглядно показывает ее роль не просто как помощницы, а как операционного партнера Эпштейна, управляющей его активами. Максвелл управляла в том числе парижской квартирой Эпштейна и полностью контролировала работу персонала. В одном из писем контакту под именем Хабби она передает распоряжение. «У меня для тебя сообщение от Дж.Э.
Я буду в Париже. Я была бы признательна, если бы все было готово к этому времени. Примерно к 1 мая. Также Гислейн Максвелл координировала поездки и контакты с политическими деятелями. В одном из писем она писала Питеру Мандельсону, влиятельному британскому политику: «Мы будем с Дж.Э. в Европе вместе с Клинтоном на той неделе, начиная с 1 октября. И нам бы очень хотелось с ним увидеться». Помощник Билла Клинтона Дуглас Бент в другом сообщении писал Максвелл следующее: «С Новым годом! Все готово к поездке». Помимо этого, Максвелл занималась и более приземленными задачами. Например, координировала закупки поддельных предметов роскоши. В одном из писем она писала о покупке массы таких предметов и советовала: «Сходи в любой из часовых киосков. На самом деле тебе, скорее всего, придется обойти несколько, чтобы купить те 50, которые мне сейчас нужны. Если вы увидите какие-нибудь классные сумки, Gucci, Hermès, Versace, Fendi, до 10-12 штук, вы можете их купить. Или отличные ремни. В общем, практически все, что вам нравится. Что выглядит стильно, интересно и что можно подарить, и это будет оценено по достоинству». Смею предположить, что вряд ли это подарки для богатых и влиятельных людей, которые могут отличить паль от непали. Мне кажется, что это было что-то вроде массовой закупки паленых предметов роскоши для бедных девушек, которые посещали Эпштейна, чтобы пускать им пыль в глаза и заваливать подарками. В общем, Максвелл вполне можно назвать правой рукой Эпштейна, которая контролировала все. Но важно понимать, и у самой Максвелл была своя правая рука – Лесли Гроф. У этой секс-пирамиды была реально какая-то своя вертикаль власти. Давайте посмотрим на эту систему иерархии как-то схематично. В публичных отчетах Лесли Гроф фигурирует как одна из самых долго работавших сотрудниц Джеффри Эпштейна. Женщина занимала должность его исполнительного помощника как минимум с 1990-х и оставалась рядом с ним вплоть до ареста в 2019-м. Суммарно почти 3 десятилетия. Архив электронных писем это подтверждает. В нем зафиксировано около 230 тысяч писем с участием Гроф за период с 90-х по 2019. Это делает ее одной из самых активных, самых вовлеченных фигур всей этой сети Эпштейна. По сути, через нее проходила повседневная работа системы. Гроф координировала встречи с учеными, политиками, знаменитостями и руководителями крупных компаний. Она тоже занималась логистикой, в том числе организацией поездок молодых девушек в резиденции Эпштейна. То есть, понимаете, это была прям ее полноценная функция, ее рабочая задача, ежедневная обязанность. Отдельный пласт ее работы – это международные перелеты. Гроф организовывала сложные маршруты, бронирование, проживание. Она оформляла поездки соратников, гостей, окружения Эпштейна. Если Максвелл была таким стратегом и публичным лицом, то Лесли Гроф – это человек, который обеспечивал бесперебойную работу всей этой машины. Просто замечу, что несмотря на то, что наказание она так и не понесла, именно такие тихие фигуры делают систему устойчивой. Да, наказание она так и не понесла, хотя против нее были даны показания. Например, в иске, поданном в декабре 2019-го женщиной под псевдонимом Анастасия Доу, прямо утверждается, что Лесли Гроф регулярно звонила девушке, чтобы назначить время ее визитов в особняк Эпштейна. Согласно документам, это началось в 2003-м, когда девочке было 14. В иске подробно описывается схема, при которой Гроф координировала встречи несовершеннолетних девушек в доме Эпштейна на Манхэттене. Звонки, согласование времени, организация приезда. Такая обычная рабочая рутина. В 15:00 сломаем судьбу этой, завтра в 10 утра поставим издевательство над этой. А там посмотрим. Следующий уровень в этой управленческой преступной структуре – 2 ключевые сообщницы Джеффри Эпштейна. Это Сара Келлен и Надя Марцинкова. Вообще, вроде ее официальная фамилия Марцинко, но во всех документах она подписана как Марцинкова. Короче, я думаю, что вы понимаете, что вся эта система выглядит очень корпоративно. То есть у нас тут есть собственник Эпштейн, генеральный директор, действующий от имени собственника, это Гислейн Максвелл. Еще у нас есть руководитель над разными департаментами, это Лесли Гроф. А дальше внутренняя структура из разных департаментов. Есть департамент финансов, есть транспорта, есть юридический, и самый важный департамент насилия. Именно в нем ключевую роль играла Сара Келлен, а Надя Марцинкова находилась у нее в подчинении. Сара Келлен начала работать на Эпштейна примерно в 2002-м, изначально в статусе личного помощника. В отличие от Максвелл, которая могла действовать автономно и принимать какие-то свои решения, Келлен работала строго по указаниям либо Гислейн, либо самого Джеффри.
Функции Кэлен были предельно конкретны. Она составляла ежедневное расписание встреч, готовила помещения, собирала и систематизировала информацию о девушках и жертвах, а также непосредственно координировала работу вербовщиков, которые занимались поиском новых жертв. Есть записи о том, как она вместе с Эпштейном делала визы в Россию. Отдельно важно, что Сара Кэлен вела учет девушек в специальных журналах. Знаете, как это, если бы она была таким бухгалтером и вела финансовый учет, только вот она вела учет жертв. Именно эти записи позже стали одними из главных доказательств того, что Эпштейн не просто насиловал девочек и девушек, а незаконно перевозил жертв между странами. Кстати, помните, во время первого обыска в доме Эпштейна в Палм-Бич кто-то вынес все диски с компроматом до приезда полиции? Ну вот по некоторым данным это как раз и была Сара Кэлен. Подчиненная Сары, Надя Марцинкова, девушка из Словакии, предположительно перевезенная в США в возрасте 14-15, в некоторых судебных документах и показаниях жертв ее описывают как сексуальную рабыню Эпштейна, которую иногда принуждали к участию в насильственных действиях с жертвами. История у нее, если честно, страшная. Согласно полицейским протоколам Палм-Бич, Эпштейн хвастался перед своими сообщниками тем, что купил Надю Марцинкову у ее семьи. Он описывал им ее перевозку в США не как преступление, а как обычную логистическую операцию в рамках своей схемы по получению молодых девушек. Складывается ощущение, что изначально Надя была жертвой, которая потом стала полноправным вот этим винтиком в этой схеме. Некоторые судебные иски содержат информацию о том, что Марцинкова была активно вовлечена в происходящее преступление. Причем якобы Эпштейн ее инструктировал участвовать в сексуальных актах с другими жертвами. В исках от 2019-го есть упоминание о том, что девушка поощряла все эти ужасы и насилие по отношению к несовершеннолетним. Она сама использовала секс-игрушки, сама проявляла инициативу, сама склоняла жертв к сексуальным контактам. Поэтому, несмотря на статус секс-рабыни, Надя Марцинкова, или Марцинко, считается многими источниками соучастницей Эпштейна. Следующее звено в этой иерархии – жертвы-вербовщицы. Перечислить их всех невозможно. Предполагается, что жертв было более 1000, а сколько из них вовлекали других, точно неизвестно. Но по меньшей мере о 2 женщинах известно достоверно. Это Хейли Робсон и Адриана Росс. В одном из гражданских исков Хейли Робсон фигурирует как активная вербовщица малообеспеченных несовершеннолетних девочек. По материалам дела она знакомила жертв с Сарой Кэлен в особняке Эпштейна, и получала по $200 за каждую новую девушку, которую она приводила. Сама Робсон изначально стала жертвой Эпштейна в 2002, когда ей было 16. Знакомая из школы предложила девочке быстро заработать, сделав массаж богатому мужчине. И когда Хейли приехала в дом, ее встретила женщина, проводила наверх, и, по словам самой Робсон, Эпштейн издевался над ней целый час. После этого финансист предложил ей приводить других девушек за деньги. Робсон вспоминала, что чувствовала себя несколько шокированной. Поведение Эпштейна сбивало ее с толку. Он был спокойным, рассудительным, потом создавал ощущение, что он всегда рядом, как друг, с которым можно поговорить. Это было почти как дружба. Это, если что, цитата. Конечно, такого друга и врагу не пожелаешь. Робсон продолжала общаться, сотрудничать с Эпштейном. Для девушки это прежде всего был источник денег. На школьные поездки, на повседневные расходы, а главное, возможность накопить на переезд и уехать из Уэст-Палм-Бич. На тот момент Робсон находилась в тяжелом состоянии. Она рассказывала, что употребляла несколько видов запрещенных веществ, она была в полном отчаянии. Эпштейн точно понимал, как ее удерживать рядом. Он создавал образ заботливого человека, который всегда поможет. Помните, да, покровитель. Это задурманило девочке рассудок, но она хотя бы со временем поняла, что все, что Эпштейн о себе рассказывал, было ложью. Он называл себя то астронавтом, то ученым, то гуманистом, связанным с благотворительными организациями. А оказалось, был просто долбоебом. Простите. В 18 Хейли накопила деньги на переезд и сбежала из Палм-Бич в Форт Лодердейл. Там девушка стала работать стриптизершей. Спустя пару лет такой жизни родители забрали ее домой и настояли на психотерапии. После этого Хейли устроилась официанткой и постепенно начала выбираться из всего этого кромешного ада, который с ней произошел. Другая жертва-вербовщица Адриана Росс, настоящее имя Адриана Мучинска, она была польской моделью. Она переехала во Флориду в 2002 и в материалах дела ее обвиняли в организации сексуального насилия над несовершеннолетними девочками и в пособничестве торговли людьми. Однако, как и в случае с многими предыдущими и со всеми последующими сотрудниками Эпштейна,
официальных обвинений Адриане Росс предъявлено не было. Причина – предоставленный первым судом им иммунитет. Об Адриане известно немного. В отличие от Хейли Робсон, Адриана Росс отказалась как-то публично говорить о своей работе на Эпштейна. Она сослалась на 5-ю поправку Конституции о том, что она может не свидетельствовать против самой себя. Теперь переходим к следующим участникам всей этой системы – сотрудникам транспортного департамента. 2 пилота – Ларри Висоски и Дэвид Роджерс. Они были ключевыми фигурами в логистике всей схемы Эпштейна. Ларри Висоски был основным пилотом педофила с начала 90-х. Именно он управлял 2 его самолетами, включая печально известный Boeing 727, который позже получил прозвище Лолита Экспресс. Дэвид Роджерс проработал на Эпштейна почти 30 лет и вел детальные бортовые журналы всех перелетов. Именно благодаря этим записям ФБР смогло восстановить значительную часть всей истории маршрутов, а также данные о пассажирах и частоте полетов. Это все собрано на сайте, и это очень интересно. Я тоже ссылку оставлю у себя в описании. Вот смотрите, например, данные о полете Эпштейна и его адвоката Дершевица из Бетфорда в Тетерборо в 2006. А вот Гислейн Максвелл и принц Эндрю летят из Лондона в Эдинбург. Или вот 2 преступников Эпштейн и Брюнель летят на остров Сент-Томас. Это соседний остров с частным островом Эпштейна. У Эпштейна была также полноценная команда бухгалтеров и юристов. 2 из них были настолько близки, что стали исполнителями его завещания. Ричард Кан, главный бухгалтер Эпштейна, работал с ним с 2005-го и фактически контролировал все финансовые потоки. Через Кана проходили абсолютно все деньги, в том числе выплаты жертвам. Если Эпштейн обещал оплатить кому-то обучение или перевести деньги семье девушки, этим занимался именно Кан. Архивные документы показывают, что Кан ежедневно координировал действия с Эпштейном на протяжении более 10 лет. Бухгалтер управлял недвижимостью, принимал кадровые решения, утверждал платежи подрядчикам, занимался благотворительными пожертвованиями и фактически выполнял функции главного финансового директора по личным и деловым вопросам. Вторым ключевым доверенным лицом был адвокат Даррен Индайк, который работал с Эпштейном около 25 лет и тоже стал исполнителем его завещания. В архиве почти 15 тысяч писем с участием Индайка. Документы показывают, что он играл центральную роль в управлении юридическими, корпоративными и личными делами Эпштейна. Именно Индайк помог выстроить корпоративную структуру Эпштейна на Виргинских островах. Он занимал руководящие должности в его компаниях. И Кан, и Индайк неоднократно фигурировали в исках жертв. А генеральный прокурор Виргинских островов прямо называл их незаменимыми руководителями преступного предприятия Эпштейна. В феврале 24-го против них был подан коллективный иск, в котором утверждается, что они сознательно создали сложную корпоративную схему, которая позволяла годами заниматься торговлей людьми. Сейчас, кстати, судятся именно с этими 2, как с представителями Эпштейна. На днях, пока я писала сценарий, Индайк и Кан предложили жертвам урегулировать коллективный иск на сумму $35 миллионов. Ранее наследники Эпштейна учредили компенсационный фонд, который выплатил жертвам $121 миллион. Кроме того, они выплатили жертвам дополнительные $49 миллионов. Ни Индайк, ни Кан не считают себя виновными. Вот цитата их адвоката. Поскольку они не совершили ничего противоправного, они были готовы бороться с предъявленными обвинениями до суда, но согласились выступить посредниками и урегулировать этот судебный процесс, чтобы добиться окончательного решения по любым потенциальным претензиям к наследству Эпштейна. Кроме менеджеров, юристов и бухгалтеров, в этой насильственной системе были десятки помощников, управляющих, дворецких, администраторов, обслуживающего персонала. Но сейчас мы поговорим о сотрудниках Эпштейна, которые вызывают больше всего вопросов. Вот, например, свита из личных гинекологов по всему миру. Как вам? При всей чудовищности происходящего Эпштейн был крайне педантичен в одном вопросе – в состоянии здоровья женщин внутри своей пирамиды. Хотя правильнее будет сказать, что он заботился о своем здоровье. Он ведь и за питанием следил, и бактерий побаивался. Документы Министерства юстиции показывают, что у него была налаженная схема медицинского обслуживания. Тесты на ЗПВП, противозачаточные препараты, вакцинация от ВПЧ. За это он регулярно платил как минимум 3 гинекологам в Нью-Йорке, а также дерматологу и своему личному врачу. В одном из писем 2012-го человек с адресом, совпадающим с почтой Марка Эпштейна, брата Джеффри, спрашивает следующее. Вы помните имя гинеколога, к которому отправляли девушек? И добавляет, что тот врач однажды сказал, что Эпштейн в одиночку обеспечивает ему работу.
Еще вот таких писем очень много. Привет, Ким. Нам нужно записать девушку, которая работает у Джеффри, на прием к гинекологу. Сегодня или завтра. Я постоянно обзваниваю всех, но никто не может помочь до следующей недели. Джеффри спрашивает, может ли Ева помочь. Можешь сообщить мне как можно скорее. Доброе утро, Джеффри. Могу ли я попросить записать меня на прием к гинекологу? Мне нужны рецепты, чтобы купить таблетки. Привет, Белла. Есть ли какой-нибудь гинеколог, к которому мы обычно обращаемся по поводу девочек? Мне нужно записаться на прием. В последнем сообщении фигурирует имя Белла. Это Белла Кляйн, тоже очень важная сообщница Эпштейна и помощница бухгалтера Ричарда Кана. И казалось бы, вот они говорят, что ничего не знали о преступлениях Эпштейна, но все их общение говорит ровно об обратном. В файлах фигурирует также доктор Марк Лэндон, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии университета штата Орегон. В переписке с Дарреном Эндайком Эпштейн указывает, что платил ему $75 тысяч в год. Также упоминается врач Брюс Московец, с которым Эпштейн обсуждал собственные заболевания, включая гонорею. Мне нравится почему-то, что я говорю, что он болел гонореей. Да делает меня плохим человеком. А похуй. Отдельная фигура – дерматолог Стивен Виктор. Его имя встречается в файлах более 500 раз. На протяжении как минимум 10 лет он лечил девушек Эпштейна от кожных проблем, предположительно из-за ППП и последствий. Из переписок следует, что Виктор также оказывал услуги Жан-Люку Брюнелю и делал это бесплатно, в рамках некой сделки, после того, как Эпштейн его выручил. Судя по документам, врачи, которые работали с Эпштейном, были не только в США. В 2018 году помощница бухгалтера Кана Белла Кляйн купила билеты из Казани в Минск для семьи. В Минске как раз проходил конкурс моделей в это время. Среди пассажиров значилась Ася, детский гинеколог. Я ни к чему конкретно не веду, просто вот такой вот факт. Все эти люди обеспечивали функционирование огромной системы насилия. Каждый из них был шестеренкой, без которой механизм просто не смог бы работать так долго. И на сегодняшний день почти никто из них не понес ответственности. Опять же, кроме Гислейн Максвелл. Кроме работников, получавших оплату за свою работу, были и просто друзья-сообщники Эпштейна, которые занимались этим абсолютно бесплатно. И большинство из них тоже никогда не будут нести вину за свое соучастие. Сейчас я вам про них расскажу. Сообщник номер 1 по всем источникам и всем доступным документам – это Жак-Люк Брюнель. Мало того, что он знал о всех преступлениях Эпштейна, так он активно занимался всем тем же самым, только в Европе и с 80-х. Вирджиния Джуфре многократно свидетельствовала против Брюнеля, обвиняя его в трафикинге детей от 12 лет. Она также свидетельствовала, что между двумя преступниками была налажена прочная связь обмена жертвами. Джуфре заявляла, что ее саму неоднократно принуждали к половым актам с Брюнелем. Джеффри Эпштейн рассказал мне, что переспал более чем 1000 девушками Брюнеля. И все, что я видела, подтверждает это утверждение. Эпштейн, Брюнель и Максвелл любили оргии с детьми, то есть вступали в сексуальные отношения со многими молодыми девушками-подростками одновременно. Иногда в одной оргии с ними участвовало до 10 несовершеннолетних девушек. Я лично наблюдала десятки таких оргий. Оргии происходили на острове Эпштейна, на Виргинских островах США, в Нью-Мехико, Палм-Бич и многих других местах. Большинство девушек не говорили по-английски. Насколько понимаю, девушек уговорил Брюнель, предложив им наркотики или карьеру модели. Брюнель был одним из главных посредников по вербовке девушек. Женщина также дала показания о международной операции по закупкам, которая распространялась на Южную Америку. Когда Джеффри Эпштейн поехал в Эквадор, Жан-Люк сказал мне, что ему нужно привезти девушек и все такое, потому что Джеффри едет в Эквадор. Несмотря на многочисленные показания о причастности Жан-Люка Брюнеля, он, по сути, как и Эпштейн, не был привлечен к уголовной ответственности. Брюнель покончил с собой в камере, как и его друг. Другой друг Эпштейна, которого жертвы также неоднократно упоминали в своих показаниях, это Леон Блэк, миллиардер и соучредитель инвестиционного гиганта Apollo Global Management. Его связь с Джеффри Эпштейном одна из самых подробно задокументированных во всем архиве. 862 электронных письма в 663 цепочках переписки с августа 2009 по март 2020 и упоминания более чем в 10 тысячах документов. Отношения были не только личными, но и профессиональными. С 12 по 17 год Блэк официально нанимал Эпштейна как финансового консультанта и выплатил ему около $158 миллионов. В 2021 году российская модель
подала иск, утверждая, что Блэк насиловал ее в течение нескольких лет, в том числе в таунхаусе Эпштейна на Манхэттене. Блэк обвинения отрицал, назвал их вымогательством и подал встречный иск. Суд дело отклонил, сославшись на соглашение о неразглашении 2015-го, по которому модель получила $9,5 миллионов. Апелляция также была отклонена. Позже еще одна женщина отозвала иск, в котором утверждала, что Блэк изнасиловал ее в особняке Эпштейна. Отдельно существовал иск, где утверждалось, что Блэк изнасиловал 16-летнюю девушку с аутизмом и синдромом Дауна в таунхаусе Эпштейна в 2002. До приговора ни одно из этих дел не дошло. Другой человек, с которым Эпштейн вел активную переписку, Стив Беннон, медиа-менеджер и бывший главный стратег Белого дома в первый срок Дональда Трампа. Беннон предлагал снять документальный фильм, финансируемый Эпштейном, который должен был опровергнуть сериал Netflix «Джеффри Эпштейн. Грязный богач», о работе над которым стало известно сильно заранее. И в качестве локации он предлагал остров Литл Сент-Джеймс, вот тот самый остров Эпштейна. Переписка показывает, что Беннон и Эпштейн обсуждали не только пиар, но и глобальную политику, давление на Китай, Европейский альянс и Ближний Восток, а также планы по созданию международного правопопулистского движения. В какой-то момент Беннон даже обсуждал с Эпштейном идею смещения папы Франциска, которого считал препятствием для националистических движений. В одном из писем Эпштейн шутит с братом Марком о том, что пригласит папу Франциска к себе домой на массаж во время визита понтифика в США. Когда Беннон присылает ему статью о том, что Ватикан осуждает популистский национализм, Эпштейн отвечает цитатой из «Потерянного рая» Джона Мильтона. «Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах». Еще один близкий друг Эпштейна – Ларри Саммерс, один из самых влиятельных экономистов США, бывший министр финансов, экс-президент Гарварда и главный экономический советник Барака Обамы. Его связь с Джеффри Эпштейном задокументирована более чем в 5000 электронных писем. Их отношения не ограничивались политикой, Эпштейн был личным консультантом Саммерса, помогал с приглашениями на Давос, усиливал его позиции в банковских и академических кругах, в том числе среди Ротшильдов, и выслушивал признания о проблемах в личной жизни. Контакт продолжался до апреля 19-го, когда Саммерс ужинал в особняке Эпштейна всего за 3 месяца до ареста. Сотрудники Эпштейна называли Саммерса близким другом. Экономист регулярно участвовал в так называемых интеллектуальных ужинах Эпштейна, закрытых встречах, где пересекались академическая среда, технологии и деньги. Эти встречи проходили в академических структурах, которые финансировались Эпштейном. В 2014 году это было в Гарварде, например. Именно присутствие Саммерса придавало этой сети легитимность в мейнстримной науке и политике. В том числе благодаря таким встречам Эпштейн годами оставался рукопожатным, если можно так сказать, в интеллектуальных элитах. Но об ученых мы поговорим чуть позже. И, конечно, говоря о политиках, невозможно не упомянуть самых известных друзей Эпштейна. Это семейство Клинтон и Дональда Трампа. Их роль – это отдельная и крайне показательная часть этой истории. Связи между Биллом Клинтоном и Джеффри Эпштейном хорошо задокументированы. Бортовые журналы, судебные материалы, СМИ – все подтверждают, что Клинтон летал на частных самолетах Эпштейна в 2002-2003, включая ту самую гуманитарную миссию в Африку, из которой они вернулись с Джульеттой Брайант. Поездки координировались через Гислейн Максвелл и советника Клинтона Дугласа Банда. В полетах фигурировали Гислейн Максвелл, Сара Келлен и женщина, которая считается одной из жертв. Доказательства визитов Клинтона на остров Литл Сент-Джеймс нет, ну и сам Эпштейн, справедливости говоря, это отрицал. Тем не менее, архив показывает глубокую социальную близость. Максвелл присутствовала на свадьбе Челси Клинтон, Билл десятилетиями оставался частью круга Эпштейна даже после его приговора в 2008. Тут, как говорится, без комментариев. Дональд Трамп не фигурирует как адресат или отправитель писем в файлах Эпштейна, но он упоминается в тысячах документах. Их отношения длились примерно с конца 80-х до начала 2000-х. Вечеринки, Мар-а-Лаго, светская среда Флориды и Нью-Йорка. В документах встречаются упоминания, что Эпштейн познакомил Трампа с его супругой Меланией через модельные связи. Также есть свидетельство присутствия Трампа в доме Эпштейна в Палм-Бич в 90-х и нулевых. При этом сотрудники указывали, что Трамп, в отличие от других гостей, не участвовал в массажах. Между ними произошел разрыв где-то в середине 2000-х. После этого Эпштейн в переписке резко и уничижительно высказывался о Трампе, называя его злым, безумным, особенно в период выборов 2016-го. Конечно, в связях Эпштейна замешаны не только политики США, но и многие другие известные люди. Например, Билл Гейтс, который якобы просил помощи у Эпштейна, чтобы скрыть свои ЗППП от жены. Или Илон Маск, который спрашивал, когда будет самая дикая вечеринка на острове финансиста.
Ну, про это мы с вами говорили уже. Там же коллега Маска по космосу, Ричард Брэнсон, соучредитель Virgin Group. Человек, аж посвященный в рыцаре в 2000 году, рукоположенный в священнике в 2007 и вообще один из самых богатых, самых влиятельных людей в мире. Он тоже был близким другом педофила, писал ему: «Я рад был бы тебя видеть, только если ты приведешь свой гарем». Против него, кстати, тоже были иски о сексуализированном насилии. Среди всех этих известных и богатых друзей есть и скандально известный Вуди Аллен, с которым у Эпштейна более 1000 электронных писем. Кинорежиссер регулярно посещал вечеринки, встречи, ужины в компании финансиста-педофила, а также сочувствовал ему, когда против того выдвигали обвинения. Из мира искусства еще хочется выделить Рамзи Эль-Коли. Это музыкант из группы Monotronic. Он упоминается в файлах более 2000 раз. По переписке быстро становится ясно, что Эль-Коли выступал в качестве вербовщика, который поставлял Эпштейну девушек-моделей. «Завтра днем у меня дома остановились 2 девушки, венгерка и американка, которых я могу пригласить с собой. Польская девушка, с которой мы снимались пару лет назад в кино, приехала в город. Она спрашивала о тебе, так что, думаю, она готова. Я вернулся из Майами на прошлой неделе». Дела Эпштейна не ограничивались США, его связи тянулись к самой верхушке мировой политики. И весьма яркий пример за пределами Америки – это принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II и брат нынешнего короля Карла III. Его многолетняя дружба с Эпштейном привела к публичному краху репутации и в итоге к лишению всех королевских титулов и военных почестей в 1925 году. Новые файлы не принесли сенсационных откровений об Эндрю, но подтвердили масштаб уже известных фактов. Бывший принц упоминается в многочисленных документах, материалах ФБР, который связан с обвинениями Вирджинии Джуфре и кризисным пиаром вокруг скандала. В 1922 году Эндрю урегулировал гражданский иск с Джуфре, выплатив около 12 миллионов фунтов, без признания вины. По данным СМИ, деньги выделила королевская семья. Американские прокуроры официально называли принца важным свидетелем. Однако, несмотря на заявление о сотрудничестве, Минюст США утверждает, что реальной помощи он не оказал. Джуфре заявляла о сексуальных контактах с Эндрю, в том числе в 2001, когда ей было 17, и ее слова частично подтверждаются полетными журналами и совместными фотографиями с участием Гhislaine Maxwell. В 1926 году ситуация усугубилась. Британская полиция начала рассматривать новые эпизоды, связанные с возможным злоупотреблением служебным положением Эндрю во время работы на посту торгового представителя Великобритании, что привело к обыскам и аресту бывшего принца. Об этом я писала в своем ТГ, но мне хочется про это здесь тоже сказать, потому что это беспрецедентный случай для современной британской монархии. Пока остается только наблюдать за этой ситуацией, и если что-то новое появится, я, конечно, про это расскажу в своем телеграме. Обязательно подписывайтесь. Ну, прям обязательно. Эпштейн влиял не только на англоязычный мир. Среди европейских фигур особенно выделяется Мирослав Лайчак, бывший министр иностранных дел Словакии и экс-председатель Генеральной ассамблеи ООН. Новые документы показали, что в 17-19, находясь на этих постах, Лайчак вел с Эпштейном довольно активную переписку. Сообщения касались не только дипломатии, но и личных тем, включая откровенно двусмысленные разговоры о потенциальных жертвах. В документах зафиксированы просьбы Лайчака о знакомстве с молодыми девушками и девочками и приглашениях на закрытые мероприятия Эпштейна. После публикации файлов Лайчак подал в отставку, признав общение ошибкой, хотя настаивал, что не знал о преступлениях Эпштейна. Видимо, новости не читал. Позже выяснилось, что он летал на Лолита Экспресс как минимум дважды, а также был сфотографирован с Эпштейном в центре Братиславы. И еще один европейский пример – Жан Ланг, бывший премьер-министр культуры Франции и президент Института арабского мира в Париже. Его имя упоминается в документах более 600 раз. Переписка охватывает 2012-2019 годы. В деле всплыла его дочь Кэролайн, связанная с офшорной структурой Эпштейна и упомянутая в завещании финансиста. В 1926 году французские исследователи провели у политика обыски, а Ланг ушел в отставку, отрицая любые правонарушения и заявляя, что был шокирован своим появлением в корпоративных документах Эпштейна. В сумме все эти перечисленные кейсы показывают одно – влияние Эпштейна распространялось практически безгранично от британской короны до европейских министерств и ООН. Да, и Европы ему было мало. Эпштейн пытался оказывать влияние и на Ближний Восток. Взять хотя бы парочку одних из самых частых его собеседников. Один невероятно влиятельный бизнесмен из Эмиратов, а второй бывший премьер-министр обороны Израиля. Первый султан Ахмед бин Сулаем, глава логистического гиганта DP World. Это человек, десятилетиями формировавший инфраструктуру Дубая. Переписка между ним и Джеффри Эпштейном насчитывает более 6000 писем и охватывает период с начала 90-х до
2019. И отношения не были сугубо формальными. Бин Сулайем как минимум дважды посещал частный остров Эпштейна Литл Сент-Джеймс. Уважаемый Джеффри, не могли бы вы подсказать примерную дату и время нашего отъезда на ваш остров? Я не буду сейчас углубляться в политику, просто скажу, что каждый помогал друг другу. Эпштейн помогал султану обрасти влиятельными связями в США, а тот, в свою очередь, помог Эпштейну завести новые полезные знакомства на Ближнем Востоке. Что действительно тревожно и что нас всех тут беспокоит, это не политика. Это вот, например, следующие сообщения. Где ты? Ты в порядке? Мне очень понравилось видео с пытками. Или вот, например. Кстати, украинка и молдаванка прибыли. Большое разочарование. Молдаванка не такая привлекательная, как на картинке, а украинка очень красивая. Туда же, в копилочку. Спасибо, мой друг. Я отправляюсь на яхту за свежей, 100% русской девушкой. Есть фотографии их вместе, только непонятно, зачем замазали лица. Вроде не жертва же. Отдельный пласт переписки касается массажных услуг формата «Уважаемый султан, когда вам будет удобно прийти на массаж в Нью-Йорке?» Также обсуждалось трудоустройство женщин, в том числе организация обучения массажисток в отелях Турции и обсуждение их дальнейшего распределения, что полностью укладывается в уже известную нам схему Эпштейна. Султан Ахмад бин Сулайем подал в отставку с поста главы DP World после публикации этой переписки. Второй ключевой собеседник и близкий друг Эпштейна с Ближнего Востока – Эхуд Барак, бывший премьер-министр обороны Израиля. Здесь уже чистая политика, так что я оставлю разбор этих отношений для знающих людей. Единственное, что я могу точно сказать, Эпштейн активно обсуждал с Бараком Израиль, Палестину и другие болезненные вопросы Ближнего Востока, фактически используя его как источник мнений и ориентиров. И самое показательное, Барак не разорвал отношения с Эпштейном ни после приговора в 2008, ни после новых обвинений в 2019. Напротив, он поддерживал контакт и, по данным переписки, обнадеживал его, что скоро все закончится хорошо. Их связь длилась с 2003-го. Барак неоднократно останавливался в квартирах Эпштейна в Нью-Йорке, летал на его частном самолете и, как стало известно позже, посетил остров Эпштейна около 30 раз. В период с 2013 по 2017. В 2016 Барак и его жена даже написали поздравительное письмо Эпштейну к его 63-летию. Конечно, некоторые видные политические деятели все же понесли некоторые репутационные издержки от дружбы с Эпштейном. Но мне кажется, что это, как обычно бывает, через пару-тройку лет все забудут, все вернутся на свои успешные и важные посты. Ну, может, конечно, вряд ли забудут косяки бывшего принца Эндрю. Но остальных, я думаю, забудут очень быстро. Да и в целом они как будто не то чтобы много потеряли от того, что были раскрыты как друзья-педофилы и торговцы людьми. Быстро пробежимся по тем, кто понес хоть какие-то последствия, пусть не уголовные, но репутационные. Томас Прицкер долгие годы возглавлял отели «Хаят», это одна из крупнейших гостиничных сетей мира, там активы и курорты на всех континентах. Его имя всплыло не только в переписке с Эпштейном. Джуфре заявляла, что он был также причастен к сексуализированному насилию. Прицкер обвинение отрицает, но после публикации ушел в отставку, что стало серьезным ударом по всей династии Прицкеров. Брэд Карп, многолетний руководитель элитной юридической фирмы в Нью-Йорке, ушел со своего поста после обнародования переписки с Эпштейном. Турбьорн Ягланд, бывший премьер-министр Норвегии и генсек Совета Европы. Он стал фигурантом коррупционного дела. Его переписка с Эпштейном изучается на предмет попыток выхода на российское руководство. Параллельно норвежские дипломаты Мона Юл и Терье Рёд Ларсен лишились постов после вскрытия факта, что Эпштейн завещал им миллионы долларов. Питер Мандельсон, один из архитекторов новой лейбористской партии Великобритании, очень близкий друг Эпштейна, который поддерживал его во время следствия, лишился поста посла Великобритании в США. В их переписке имела место быть поддержка во время обвинений и обсуждения стриптизерш. Питер и Джеффри очень близко общались. Следствие изучает возможную передачу Эпштейну информации о финансовых решениях правительства. Кэти Рюмлер, бывший главный юрист-консультант Белого дома при Обаме, файлы показали, что ее отношения с Эпштейном выходили далеко за рамки формальных контактов, включая подарки и личные встречи. Вскоре после публикации файлов Эпштейна она объявила о своем уходе. Даже арт-среда не осталась в стороне, ни одним Вуди Алленом единым. Дэвид Росс, завкафедры магистратуры по изобразительному искусству в известной арт-школе Нью-Йорка, подал в отставку после обнаружения переписки, где он обсуждал с Эпштейном проекты с сексуализированными образами подростков. С официальной стороной файлов, вот всей этой политикой, структурами и прочим мы ознакомились. А сейчас давайте начнем погружение в кроличью нору из странностей и догадок и двусмысленных интерпретаций. До теории заговоров мы еще дойдем, пока начнем с кое-чего попроще. Связи Эпштейна с современной наукой, потому что там все очень интересно. В
ходе изучения файлов Эпштейна довольно быстро всплыл тот факт, что у финансиста-педофила был обширный круг связей среди интеллектуальной элиты. Некоторые из подобных контактов велись для оплаты обучения некоторых жертв Эпштейна. Например, вся свита помощников финансиста курировала обучение некой Натальи. Ее фамилия указана, но называть мы ее не будем. В переписке участвовали и Ричард Кан, и Сара Келлен, и Лесли Гроф. Привет, Наталья. Я только что поговорил с Томасом из школы, контактные данные которого вы нам предоставили для оплаты обучения. Занятия начинаются во второй понедельник каждого месяца, поэтому следующая дата начала занятий – 10 января. После того, как вы все это сделаете, они смогут предоставить вам контактные данные финансового консультанта, которому мы сможем позвонить и оплатить ваше обучение кредитной картой. В отдельных случаях у Эпштейна были более личные связи с учебными заведениями. Так, например, действующий президент Барт-колледжа, который признан нежелательной организацией, Леон Ботштейн, передавал контактные данные преподавателей Петербургского университета СПбГУ Эпштейну, чтобы тот мог устроить экскурсию для одной из своих русских сотрудниц. Эпштейн пишет: «Вы сегодня свободны или только в понедельник? Моя коллега Светлана на следующей неделе посетит несколько университетов в Санкт-Петербурге. Давайте попробуем организовать экскурсию в ваш». Леон отвечает: «Здесь представлены контактные данные факультета гуманитарных наук и искусств Смольного, программы двойного диплома для одаренных студентов СПбГУ и Барт-колледжа. Все они преподаватели этого учебного заведения». Дело в том, что раньше в СПбГУ был факультет так называемых свободных искусств, и мне кажется, вот я не шучу, я думала туда поступать, представляете? Суть в том, что, закончив этот факультет, можно было получить сразу 2 диплома – от СПбГУ и от Барт-колледжа. И так было до 25 года, пока учебное заведение Ботштейна не признали нежелательной организацией в России. Также Ботштейн посещал Литл Сент-Джеймс, приглашал Эпштейна на разные встречи, в том числе посетить старшую школу Барт-колледжа, и выражал сочувствие и поддержку в конце 18-го, когда на Эпштейна начали сыпаться многочисленные обвинения. Есть также внутренняя переписка Эпштейна со своими помощниками, которая подтверждает, что для Ботштейна готовили девушек. Вот Эпштейн пишет: «Не могли бы вы дать ей примерить несколько вещей, чтобы она была одета соответствующим образом для Ботштейна?» Неизвестный отвечает: «Примерный бюджет или список вещей сохраню для вас, чтобы вы посмотрели и одобрили». 19 февраля этого года Совет попечителей Барт-колледжа, который признан нежелательной организацией, начал проведение независимой проверки связей Ботштейна с Эпштейном. Насколько известно, помимо Ботштейна есть десятки ученых, которые посещали остров финансиста. По каким именно причинам, никто не знает. Ну вот, Стивен Хокинг, например, вы про него, скорее всего, слышали, но вот он приезжал на барбекю, а еще чтобы погрузиться в воду, и это не шутка. Другой известный ученый, Мартин Новак, профессор биологии и математики Гарварда. Он также приезжал на остров Эпштейна и вообще, кажется, был ему довольно близким другом. Они поддерживали регулярную переписку на разные интеллектуальные темы. Эпштейн пожертвовал ему около $7 миллионов, по некоторым данным до 35. Эти деньги были пожертвованы на создание программы эволюционной динамики. Даже после первого суда ученый продолжал поддерживать тесные отношения с торговцем людьми. Так, в своем учебнике за 2011 он пишет в предисловии: «Благодарю Джеффри Эпштейна за множество идей и за то, что он позволил мне участвовать в его страстном стремлении к знаниям во всех формах». Не знаю, конечно, что там за страстные стремления во всех формах ему привил Эпштейн, но некоторые сообщения между ними выглядят довольно тревожно. Судя по многочисленным письмам, Новак знал об интересе Эпштейна к молодым девушкам и девочкам и принимал в этом интересе участие. Эпштейн Новаку: «Извини, мы не поговорили о девушках». Новак Эпштейну: «Дорогой Джеффри, у Мэй, которая руководит моей программой эволюционной динамики, есть очень классная сестра в Нью-Йорке. Ее зовут Джейд. Ее данные указаны ниже. Очень забавно. Джейд хотела спросить, не нужен ли вам кто-нибудь на работу в Нью-Йорке или где-нибудь еще. Думаю, у нее отличный талант к организации и управлению». Само по себе это, конечно, ничего не значит, но все постоянно пытались познакомить Эпштейна с какой-нибудь новой девушкой, вы заметили? Даже после первого приговора, когда все уже точно знали, кто он такой, какие у него наклонности. Новак Максвелл: «Дорогая Гислейн, еще раз огромное спасибо за ваше невероятное гостеприимство. Мне очень жаль, что я причинил тебе столько беспокойств и испортил этот день. Я так рад, что никого не убил. Мое мировоззрение как-то изменилось. С любовью, Мартин». В смысле, хорошо, что никого не убил? Другой гарвардский ученый и врач-иммунолог, бывший советник Билла Гейтса, Борис Николич, был также близким другом Эпштейна и вполне себе знал о секс-трафикинге финансиста. В переписке с партнером Николича по имени Сэм Джарадех содержится следующее. Сэм Эпштейну и Николичу: «Увидел эту очаровательную девушку, похожую на модель, выходящую из здания на 66-й улице. Подумал о вас.
Возможно, вы знаете, кто она. Также я хотела еще раз поблагодарить вас за квартиру и всю вашу помощь. Мы с Борисом очень ценим и благодарны. Вы лучший. Я бываю в квартире чаще, чем он, так что нам нужно немного это изменить. На этой неделе я связался с Лесли по поводу расписания квартир. И Лесли, имеется в виду Гроф, и Сара, имеется в виду Келлен, очень помогают. Николич отвечает. В следующий раз, когда увидите этих красивых, молодых, очаровательных, просто набросьтесь на них и доставьте прямиком на 71-ю улицу. Если что, на 71-й улице находится особняк Эпштейна. Сэм Эпштейну и Николичу. Я думаю, эта девушка уже принадлежит Джеффри. Есть и более тревожные сообщения, на которые мало кто обратил внимание, как мне кажется. Этот же Сэм присылает Эпштейну фото спящей в кровати молодой девушки с такой подписью. Борис мучает девушку во сне. Они хотят, чтобы ты пришел к нам познакомиться. Эпштейн отвечает восторженно и уточняет, где Изабель. В ответ на это Сэм пишет: Она спит в кровати с Борисом и мной. Фотографировать ее запрещено. Мы по тебе скучаем. Еще один ученый, тесно связанный с Эпштейном не только интеллектуальными темами, но и обвинениями в домогательствах, это Лоуренс Краус, физик-теоретик, который преподавал в топовых вузах США. В 2008 на ученого уже было 2 жалобы от студенток, и позже Краус консультировался с Эпштейном, как ему лучше отвечать на вопросы журналистов об этих жалобах. В 2011 году ученый публично защищал Эпштейна от обвинений в насилии. Джеффри, по-видимому, платил за массаж сексом. Я верю ему, когда он говорит, что понятия не имел, что девочки были несовершеннолетними. Честно говоря, я не знаю, кто был жертвой в этом деле. Я вполне ожидаю, что эти массажистки знали, что делают. Буквально взял и переложил вину на несовершеннолетних жертв, что, кстати, не редкость в этом обширном кругу связанных с Эпштейном людей. Джеффри и десятки его знакомых либо публично, либо между собой говорили о вине самих жертв насилия в совершенном над ними насилии. Причем говорили об этом как о само собой разумеющемся чем-то, что, естественно, никакого отношения к реальности не имеет. Я всегда в своих видео говорила и буду говорить, что вина всегда целиком и полностью лежит на насильнике. Мне кажется, что вообще многие поддерживающие Эпштейна люди, друзья, знакомые, они все знали о его преступлениях и перверсиях, и некоторые как будто даже разделяли это. Я долго искала, куда вставить следующие сообщения, потому что расследовать их не представляется мне возможным, здесь засекреченный контакт, поэтому я просто оставлю это здесь, чтобы вам показать, о чем и как общались неизвестные друзья Эпштейна. Эпштейн пишет: Она сказала, что чувствовала присутствие Бога рядом с собой, когда лежала в постели. Она знает, что Иисус оберегает ее, и он помог спасти ее жизнь. Упс. Неизвестный. Тебе следует переодеться в него в следующий раз, как ее увидишь. Эпштейн. Конечно, такой прикол с криками «О, Иисус, я иду!». Тут важно уточнить, что в оригинале это звучит как «Oh, Jesus, I'm coming». Это часто обшучивают на английском как I'm coming. Звучит почти одинаково, разница буквально в 2 буквах, но смысл совсем другой, который означает эякуляцию. И я не притягиваю за уши, это реально шутка, которую он специально написал, и она ему казалась такой смешной, что вот он ее повторяет в письме своему брату, уже касаемо папы Франциска. Марк ему пишет: Ты, наверное, достаточно умен, чтобы уехать из города, когда здесь Папа Римский. Но если ты в Нью-Йорке, он будет жить неподалеку от тебя. Тебе стоит пригласить его на яичный крем и обменяться историями. Джеффри отвечает: Я подумал пригласить его на массаж, так что когда он услышит «Oh, Jesus, I'm coming», он почувствует себя счастливым. Даже по этому сообщению видно, что брат тоже в курсе о преступлениях Эпштейна, в курсе о том, что массаж означает изнасилование. И во многих сообщениях это всегда называется массажем. Но мы что-то отвлеклись, возвращаемся в мир науки. Вообще, множество выдающихся ученых были друзьями Эпштейна. На то, чтобы рассказать о них, не хватит и 3 часов. Скажу только, что о большинстве тем их обсуждений и планов мы, скорее всего, никогда не узнаем, потому что все они традиционно встречались вместе, устраивали ужины, обсуждали свои идеи, взгляды на мир не по переписке, они это обсуждали вживую. Конечно, не все интеллектуалы были замечены в сомнительных отношениях с Эпштейном. Некоторые общались с ним исключительно обсуждая научные теории и новые перспективы в науке. И если вас мучает вопрос, почему ученые интересовались Эпштейном, то ответ прост. Деньги. Ученым нужна поддержка, им нужно покровительство. Многие ученые зависели от торговца людьми в финансовом плане. Если, скажем, Эпштейну нравилось исследование или какая-то тема, которой занимался тот или иной ученый, Джеффри легко мог на него выйти, предложить финансирование, потому что это распространенная практика. Обычно ученые пытаются наладить хорошие отношения с разными меценатами, чтобы те проспонсировали их исследования, или другой важный проект.
Так было и с Эпштейном. Он жертвовал деньги на все, от детских школ и танцевальных кружков до самых дорогих и престижных проектов Гарварда и Массачусетского технологического университета. Но были и темы, которые особенно сильно нравились Эпштейну. По его перепискам можно понять примерный спектр интересов в современной науке. И это, мягко говоря, сильно интригует. Его очень интересовал искусственный интеллект, о чем свидетельствуют его переписки с Марвином Мински. Это престижный ученый с множеством наград и заслуг. Человек, основавший лабораторию искусственного интеллекта и создавший прототип VR-шлема. И, к слову, он тоже был обвинен Вирджинией Джуфре в насилии. Но это так, к слову. Еще одной темой, глубоко интересующей Эпштейна, было долголетие. Эксперт, я беру его в кавычки не случайно, по долголетию, это ведущий подкастов о здоровье Питер Аттия, упоминается в файлах примерно 2000 раз, из которых 1500 это именно их внутренняя переписка по электронной почте. Их с Эпштейном можно назвать хорошими друзьями, как минимум потому, что они таковыми считали друг друга. В одном из электронных писем Аттия писал: «Какая самая большая проблема в дружбе с тобой? Твоя жизнь настолько возмутительна, что я не могу рассказывать об этом ни единой душе». Ну какая флиртушка. Если что, этот Аттия — это не какой-то ученый-исследователь, не автор медицинских открытий, раскрывающих новые грани человеческого здоровья. Нет, он просто сделал клинику для миллиардеров и делает им кучу самых разных анализов за кучу денег. А потом рассказывает, как можно дольше жить, если следить за своим здоровьем. Такая вот новаторская идея. Но, кажется, Эпштейн подумывал всерьез о долголетии. По убеждению некоторых его друзей-ученых, долголетие возможно при помощи редакции ДНК. Одним из самых его частых собеседников в этом вопросе был Джордж Чорч, генетик, молекулярный инженер и первопроходец в области персональной геномики и синтетической биологии. Он работает над идеей переписывания биологических систем, типа так же, как код в компьютере. Отдельная широко обсуждаемая тема – его интерес к воскрешению вымерших видов. Именно Чорч стал одним из ключевых научных идеологов проекта по возрождению шерстистого мамонта путем редактирования генома слона. Ученый открыто говорит о возможности редактирования эмбрионов, усиления когнитивных способностей, изменения физических характеристик человека и о радикальном продлении жизни. С Джорджем Чорчем Эпштейн регулярно виделся, назначал встречи, вел длинные интеллектуальные переписки, подключая к ним и других ученых. Также Джеффри щедро спонсировал все исследования в этой области. В какой-то момент я думала, что это ему нужно для себя, чтобы самому себе жить долго и счастливо. Но потом я увидела, что помимо всего прочего Эпштейна интересовала Евгеника, давно забытое благодаря одному австрийскому недохудожнику явление – псевдоучение. А еще Эпштейна интересовали детские фермы. Это не фермы, где работают дети, а там, где детей создают. Еще он хотел засеять человечество своей ДНК. На этой ноте мы начинаем погружение на дно. Прошу пристегнуть ремни безопасности, налить себе попить, широко открыть глаза. В статье New York Times от 2019 говорится, что с начала 2000-х Джеффри Эпштейн регулярно рассказывал ученым, бизнесменам и своим советникам о плане, который даже по меркам его окружения звучал сомнительно. Он хотел превратить свое ранчо Зорро в Нью-Мехико в репродуктивную базу, где женщины будут оплодотворяться его спермой и рожать от него детей. Честно, я думала, мы будем обсуждать это в блоке теорий заговоров, но оказалось, что шутки кончились, и это реальность. По словам собеседников газеты, Эпштейн говорил об этом открыто и не один раз. На ужинах в своем доме, на научных конференциях, на частных встречах. Один из ученых, Джарен Ланье, рассказывал, что на одном из ужинов в особняке Эпштейна ему сообщили: цель финансиста – одновременно оплодотворить около 20 женщин на своем ранчо Зорро. Этот же ученый предположил, что, возможно, все эти шикарные встречи со светилами современной науки были ради того, чтобы найти умных женщин, которые могут стать потенциальными матерями детям Эпштейна. Но не только репродукция была главным интересом. Эпштейн открыто обсуждал эксперименты с генами, сохранение собственной ДНК, даже крионику. Один из сторонников трансгуманизма рассказывал New York Times, что Эпштейн хотел, чтобы после его смерти ему заморозили голову и половой орган. Он рассчитывал на возможное возвращение в будущем. Упаси Боже! В сухом остатке. Эпштейн не просто фантазировал, он годами проговаривал один и тот же сценарий. Контроль над воспроизводством, собственной генетикой, будущими поколениями. И все это в окружении ученых, инвесторов и интеллектуалов. Мне кажется, они бы кивали любой его идее, лишь бы он денег на нормальные исследования дал. И они кивали.
а он чувствовал, что они его поддерживают. И хотя прямых доказательств реализации этих планов нет, сам факт, что подобные идеи обсуждались всерьез и без явного сопротивления, создает очень много вопросов, на которые в данный момент ни у кого ответа нет. Хоть я и считаю New York Times достоверным источником, я не могла не перепроверить это в файлах. Там есть некие доказательства, пусть и косвенные. В одной из переписок с неизвестным адресатом Эпштейн пишет: «С нетерпением жду результатов вашего ДНК-теста, чтобы узнать, сколько у нас общих генов». Также в файлах есть много сообщений о секвенировании генома генома. Если что, извините, пожалуйста, я там оговорилась. Секвенирование — это точное считывание всей ДНК человека, чтобы понять, как он устроен, где есть потенциальные проблемы. Вот напоминание в Google календаре, чтобы спросить, как продвигается изучение генома Эпштейна. Вот письмо от помощницы Джеффри, Лесли Гров. Письмо адресовано Джорджу Чорчу. «Привет, Джордж. Джеффри хотел бы получить обновленную информацию о своем геноме». А вот переписка с засекреченным контактом. Неизвестный. «Вы уже делали секвенирование генома? Я скоро буду. Просто интересно, чего ожидать. Ну, если его обнаружить, то, вероятно, его можно воспроизвести». Эпштейн. Да. Первое. Я еврей. 650 родственников, все евреи. Второе. 10 разных вариантов написания фамилии Эпштейн. Третье. У меня 2 рецессивных гена, вызывающих гиперлибидо. Звучит не очень, учитывая, что теперь весь мир знает, что подразумевалось под этим гиперлибидо. Дальше мы будем обсуждать совсем безумные вещи, которые под собой не имеют никаких доказательств. Я обязана вам про это сказать. В материалах ФБР, которые опубликованы в конце января, самыми ужасающими выглядят не фотографии, не видео, не переписки Эпштейна, а показания людей, которые обратились в ФБР. У подавляющего большинства этих обращений не было никакого продолжения, ни расследования, ни даже изучения, как мне кажется. Часть этих обращений была прислана в Федеральное бюро уже после смерти Эпштейна, поэтому есть немалая вероятность, что некоторые из них не соответствуют действительности. Та статья в New York Times, которую мы вот с вами обсудили несколько минут назад, долгое время выглядела не слишком правдоподобно, особенно касательно планов по созданию фермы детей на ранчо Зорро в Нью-Мехико. Но после публикации файлов все кажется уже не таким невероятным. Одним из самых тревожных материалов, что я прочитала, был дневник анонимной жертвы и разные сопряженные с ним материалы. Пара из них уже удалена с сайта Минюста, но сохранены веб-архивом. В очередной раз спасибо веб-архиву, я не знаю, что бы я без вас делала. Содержание этого дневника, мягко говоря, вводит в ступор. Насколько я поняла, по разным сторонним источникам, дневник написан 16-летней девочкой. Он задокументировал процесс ее взаимодействия с Эпштейном, предположительно в 2001-2002. Практически вся информация в нем зашифрована несложным шифром. Читается по одному столбцу из 2 букв сверху вниз и затем переходит на следующий столбец справа, такой змейкой. Как жаль, этот город мог бы быть прекрасным, если бы не был полон чудовищ. Крови Леона больше нет. В этом дневнике жертва описывает неоднократное насилие, многомесячное или многолетнее удержание против ее воли, а также принудительные беременности и роды. Дальше будет прям очень жестокое описание. Мне кажется, что оно жестче, чем все предыдущие, поэтому если вы не готовы это слушать, то перемотайте, пожалуйста, на вот этот тайм-код. Девушка подробно и довольно жутко рассказывает о родах, во время которых рядом с ней, предположительно, находилась Гислейн Максвелл. В дневнике написано, что ребенка сразу забрали, а Максвелл велела девочке закрыть глаза и не смотреть на новорожденного. В дневнике она пишет: «Я не могу заставить себя написать о том, что произошло. Я совершенно сломлена. У меня было всего 10-15 минут, чтобы подержать и покормить ее, прежде чем ее забрали. Она моя. Я хочу ее вернуть». Также в дневнике есть снимки УЗИ, фотографии жертвы, упоминания людей, которые работали на Эпштейна. Они соответствуют реальным сотрудникам, упоминалось даже корректное имя водителя. Девочка писала, что она вынашивает ребенка для Гислейн и Джеффри, и что во время зачатия они все были втроем. По ходу повествования в дневнике выясняется, что девушка родила ребенка, а его дальнейшая судьба неизвестна. В коридоре Гислейн сказала, что она была красивой. Она была красивой, не есть. Она была красивой девочкой. Я слышала ее. Но где она? Почему она перестала хныкать? Она родилась. Я слышала ее тихие крики. Я больше не могу это выносить. Вскоре девушку снова изнасиловали, и она снова забеременела, но на 20-й неделе случился выкидыш. Прости, Джеффри, такое случается, когда твоему телу не дали времени как следует восстановиться. В общем, все вылилось в унитаз, и я не знала, что делать, поэтому просто смыла крошечный плод. Я в шоке, я себя за это ненавижу. Надеюсь, мне больше никогда не придется тебя видеть. Я не твой личный инкубатор. Где ребенок? Где Гислейн?
После нескольких страниц следует запись о новой беременности. Завтра будет промежуточное УЗИ для Джеффри. После того, как забрали первого выжившего ребенка, и я пережила ранний выкидыш, кажется, это так называлось. Я больше не чувствую себя человеком, лишь сосудом. Заберут ли они и этого? У кого первый ребенок? Куда делась Гислейн? Ее никогда нет рядом. Я не могу позволить себе привязаться. Я недостаточно взрослая, созревшая, да и не готова к тому, чтобы завести ребенка, за которого я несла бы ответственность. Я даже не могу сосредоточиться ни на чем, кроме как на том, чтобы снова это скрывать. Мне пришлось пройти лечение от расстройства пищевого поведения, прежде чем я снова оказалась в этой ситуации. И я пропустила весь осенний семестр в школе. Я очень истощена, мое тело так устало. Буду ли я когда-нибудь свободна? В одной из официальных расшифровок я также наткнулась на имена уже известных нам друзей Эпштейна. Лоренс Краус, Марвин Минский, Мартин Новак, Ларри Саммерс, Принц Эндрю, Леон Блэк и еще много других имен, которые я даже сегодня не упоминала. В дневниках девушки помимо ее записей содержится множество журнальных вырезок. Они отсылали к пережитому насилию. Эти дневники не являлись частью расследования, хотя в файлах также содержатся документы, поданные адвокатами девушки, а также ее дневники после психотерапии, которую она проходила для восстановления от полученных травм. А теперь самое главное. В общем, это не было расследовано. Это отсканированный и расшифрованный рассказ одной из девушек, которая обратилась в ФБР, и дальше ничего не было, по крайней мере, нам ничего не известно. Самая большая глупость последнего дропа файлов в том, что они выложили все, что у них было. Черновики, записки, обращения по телефону, через интернет, на сайт ФБР, и оставили это людям без каких-либо комментариев. Еще одно обращение, касающееся ранчо Зорро в Нью-Мехико, где Эпштейн планировал оплодотворять девушек ради распространения своего ДНК, было получено ФБР от Эдварда Арагона, ведущего на радио Нью-Мехико, который обсуждал ранчо в своей программе. Эдварду в 2019-м, спустя несколько месяцев после смерти Эпштейна, пришло письмо от человека, который заявил, что он бывший сотрудник ранчо. Мужчина заявил, что в имении Эпштейна в Нью-Мехико были похоронены 2 девушки, которые погибли от удушья во время садистского полового акта. Также он требует с радиоведущего оплату в размере 1 биткоина в обмен на видеоматериалы, которые подтверждают его слова. Мужчина прикрепил несколько ссылок на видео и подписал содержание каждого из них. Там содержится видео на 13 минут с насилием над несовершеннолетними, 2 видео общей продолжительностью в 40 минут с групповым сексом, 3 видео на 50 минут, содержащие сексуализированное насилие над несовершеннолетней, и 1 аудиофайл на 15 минут. Эдвард Арагон сразу переслал сообщение ФБР и не контактировал с мужчиной. Позже адрес электронной почты отправителя стал недоступным. И вот лишь на основе этого одного письма Министерство юстиции штата Нью-Мехико в феврале этого года начало расследование. Видимо, ждите результаты и апдейты в новых выпусках Crime News. Еще один внутренний документ, в котором есть показания одной из предполагаемых жертв, содержит чудовищные свидетельства и подтверждающие их фотографию. Она, конечно, была заблюрена, но ФБР любезно подписали, что на ней изображено. Я подчеркну, что это уже не просто обращение, это материал, сделанный адвокатами жертвы, где подробно описываются ее обвинения о том, что она просит создать иск против Гислейн Максвелл. Адвокат пишет, что девушка поехала в Нью-Йорк с родителями и братом, ее визы в паспорте подтверждают это. Мама, папа и брат уехали в Атланту на лечение, как я поняла, у нее брат болел. А девочку оставили на каких-то опекунов. Девушка сообщила, что подвергалась сексуализированному насилию с их стороны, а затем опекуны продали ее другим людям. Так она оказалась на вечеринке в роскошном доме в Нью-Йорке. А далее описывается множество деталей, которые подтверждают, что она попала именно к Эпштейну и Максвелл. Описывается их внешность, детали внутри особняка финансиста. По показаниям девушки, ее принуждали к откровенному массажу, затем подвергли насилию. В документе предоставлены фотоматериалы, подтверждающие личность и местоположение жертвы в момент преступления. И вот описание той самой заблюренной фотографии, которая приложена вместе с иском от адвокатов потерпевшей. Я его немного сокращу. На фотографии изображена девочка подросткового возраста. Несколько мужчин европеоидной расы держат ноги девочки. Ее влагалище порвано. Идет кровь. На переднем плане мужчина в белой рубашке вставляет что-то во влагалище девушки. В правом верхнем углу мужчина в зеленой рубашке. Слева мужчина с бакенбардами, бородой и небольшой лысиной. На заднем плане обнаженный торс мужчины. Слева от лица девочки виден мужчина в черной футболке с синей рубашке. Рот девочки окровавлен, язык высунут, под левым глазом синяк, на левой стороне шеи красная отметина, левая голень кровоточит, на животе фиолетовые синяки. В документе указано, что существует еще около 30 изображений, которые демонстрируют насилие над девушкой, которая поразительно похожа на эту.
Также упоминаются номера телефонов торговцев людьми, замешанных в этом, ведущих на мобильный и стационарный номер из Украины. Это были самые подробные обращения ФБР, которые имеют под собой хоть какие-то материалы. Но помимо них много шума наделали и другие заявления. Так, например, в 2020 году в ФБР поступило обращение о том, что девочка в возрасте 6-8 лет жила в доме, где ее отец устраивал вечеринки педофильской группировки. А потом ее куда-то отвезли, и там ее сбил на машине принц Эндрю, после чего он же изнасиловал. Затем произошло насилие другими людьми с помощью бытовых предметов. Я, если что, сильно цензурой, там все описано сильно детально, но я думаю, достаточно и более емких описаний, чтобы понять, насколько это страшные заявления. Помимо этого, когда девочка однажды сбежала из дома, она попала в дом, где Гислейн Максвелл в присутствии каких-то мужчин пытала ее током. Потом ее снова избили и изнасиловали. Другая девушка обратилась в ФБР, заявляя, что стала жертвой Эпштейна в возрасте 5 лет, а потом снова в 17. По заявлению девушки, ее насиловали родители, держали в подвале вместе с братьями и продавали другим лицам. Она упоминает Эпштейна, множество других детей, которые там находились, а также рассказывает, как ее вынудили к половому акту с собакой. Я еще нашла таблицу с кратким содержанием некоторых обращений, тут много всего, так что зачитаю самое запоминающееся. Первое. В обращении 16-летняя модель подверглась насилию в одном случае со стороны Эпштейна, в другом со стороны братьев-близнецов Алана и Орена. Кто смотрел последний выпуск Crime News, вы понимаете, что речь идет о братьях Александр. И это попахивает правдой, потому что сейчас над этими братьями начался суд. И их связи с Эпштейном у многих не вызывают сомнений. Также в этом заявлении утверждалось, что братья Александр совершали насильственные действия над ее 14-летними подругами. Второе. Много обвинений, касающихся Дональда Трампа, но я уверена, что мы подробнее об этом узнаем чуть позже. Третье. Другая девушка обратилась в полицию Нью-Йорка и сообщила, что ее принуждали к совершению сексуализированных действий, когда ей было 13. Также она сообщала, что некие высокопоставленные лица убили ее новорожденную дочь и спрятали тело. Вообще, среди обращений десятки, даже сотни других обвинений Эпштейна и его ближайшего окружения, причем в самых изощренных преступлениях. Но я настаиваю на том, что все это нужно делить как минимум на 2, потому что обращений очень много и много ничем не подкрепленных, никакой доказательной базы. И они были отправлены в ФБР уже после смерти Джеффри. Так один человек утверждал, что был жертвой сатанинского обряда, видел, как элиты расчленяют и едят детей, а ему самому порезали ноги специальным ятаганом, после чего его изнасиловал Джордж Буш-младший. При этом никаких шрамов на ногах у мужчины не нашли, и вообще каких-либо доказательств его слов не обнаружено. Я правда не понимаю, зачем и почему, но люди иногда писали чудовищные и явно выдуманные истории ФБР. Они сами не смогли бы это никогда доказать. Причем тут дело даже не в бюрократии. В таких делах достаточно и косвенных доказательств, ну хоть чего-нибудь, а у многих нет и этого. Все это напоминает Satanic Panic 80-х, 90-х. И если вам кажется, что ниже падать уже некуда, то поздравляю вас, только что со дна постучали. Мы с вами погружаемся еще глубже. И я думаю, что сейчас самое время надевать шапочки из фольги, потому что мы переходим к теориям заговора. То самое, ради чего вы здесь. Теории заговоров, которые форсятся сейчас в каждой соцсети, заставляя нас думать, что мы живем в какой-то матрице, где правят масоны, рептилоиды и же с ними. Не ожидали такого на моем канале? А вот оно все здесь. И да, я абсолютно серьезно все это разобрала, чтобы вы спали спокойно. Начнем, конечно же, с Пиццагейта. Пока я искала всю возможную информацию по файлам Эпштейна, мои соцсети заполонили теорией о каннибализме внутри элит. В каждом коротком видео или посте на эту тему убедительно так говорят, что, мол, в файлах нашли доказательства, какие-то скрытые сигналы и так далее. Я, разумеется, пошла проверять. Если вы по какой-то причине не слышали или не знаете, что такое Пиццагейт, то отсылаю вас к моему видео на канале. Представляете, было время, когда я начинала только свою карьеру True Crime блогерши, я разбирала Пиццагейт. Честно говоря, с тех пор там мало что изменилось, это как было выдуманной историей, так и осталось. Хотя, вот сейчас я посмотрела свежие комментарии, там есть комментарии в духе «Что с лицом сейчас?». Да-да, я все еще читаю ваши комментарии даже спустя 5 лет тру-краймерской деятельности. Так что обязательно напишите, знали ли вы про Пиццагейт, что это такое, что думаете в данный момент. Коротко, в чем суть? Якобы элиты, особенно демократы, едят детей и шифруются в своих переписках об этом с помощью специальных обозначений. Хот-дог – мальчик, пицца – девочка, сыр – маленькая девочка, паста – маленький мальчик, соус – оргия, а сырная пицца – это материалы с очень нехорошим контентом с участием детей.
Потом эта теория переросла в другую, под названием Frazzle Drip. Она о том, что якобы где-то есть видео, где Хиллари Клинтон и ее коллега Хума Абедин насилуют и убивают молодую девушку, и потом во время сатанинского обряда они пьют кровь и по очереди надевают лицо убитой как маску. Тогда были куча нарезок якобы из этого тайного видео, но все они не прошли фактчекерскую проверку и оказались монтажом из других видео, не имеющих к этому никакого отношения. Pizzagate стал таким популярным и набирающим много просмотров из-за страха, что это может оказаться правдой. Мне кажется, сейчас многие тревожники меня поймут. Бытовой случай, когда вы сидите и придумываете в голове самые худшие варианты развития событий, касаемо какой-то своей ситуации. И вот, в конце концов, происходит что-то похожее. Может, не самый худший сценарий, но точно не самый лучший. Такой, неприятный. И в этот момент так хочется сказать: а я говорила, я знала, что так будет. Ну вот так с теориями заговора то же самое. Люди перебирают самые худшие, самые больные теории, подстраивая реальность под заранее негативный исход. Кто-то обсуждает еду, а вдруг это какой-то шифр. Да, точно, они шифруют именно так, как едят детей. Леонардо Ди Каприо рассказал Вуди Аллену о своей диете. Все мы знаем, что там за диета. Люди очень боятся за своих детей, и это нормально. Но именно этот первобытный животный страх за свое потомство заставляет нас верить в худшее. И в первую очередь все, конечно же, кинулись проверять Pizzagate в файлах Эпштейна. И очень быстро нашли то, что искали. Всего со словом «пицца» 666 веток переписок по почте. Очень жаль, что не 666. Думаю, что это бы мы тоже увидели во всех этих коротких роликах. Еще оно упоминается в 900 отдельных документах. Вот письмо с темой «Your pizza is yummy yummy». Сразу к этому притянули Джастина Бибера с его треком «Yummy», в котором явно есть довольно такой мрачный посыл, но не тот, который ищут сторонники Pizzagate. А теперь самое главное – это переписка работников. Лесли Гроув пишет дворецкому одного из домов, что пицца сегодня была очень вкусная. И все. Также с пиццей куча сообщений из реальных ресторанов, которые до сих пор работают, которые можно найти на картах, посмотреть сайт, меню. Вот, например, реальную пиццерию на TripAdvisor добавили к скрину сообщений из файлов Эпштейна. А там, кстати, ничего противозаконного нет. Там просто просят зайти в пиццерию и забрать пиццу к определенному времени. Есть также сообщения с чеками оплаты из ресторанов, в которых тоже перечисляется еда. И пицца в том числе. Эпштейн много обсуждал еду разных видов со своими помощниками для брони ресторанов под встречи, под личные ланчи. Он пишет, что хочет поесть, ему подбирают ресторан, бронируют столик, либо заказывают доставку. Конечно, есть и подозрительные сообщения, не поймите меня неправильно. Вот смотрите, Боб Слейтон просит снять ему квартиру на выходные, чтобы поесть пиццы. Но если прочитать всю их переписку, то это буквально просьба снять апартаменты на выходные в Нью-Йорке рядом с любимой пиццерией актера. Заведение называется «Артурос», и там они с Эпштейном обедали во время его визитов. Другой характерный момент, снова отсылающий нас к Pizzagate, это частое употребление слова «jerky» и «muffins» в таком слегка странном контексте. Вообще, джерки – это вяленое мясо, такие мясные чипсы. Но конспирологи в интернете считают, что это обозначение другого вида мяса. Вы понимаете, нашего вида. А маффины – это как бы не маффины, а младенцы. Вот Эпштейн приглашает неизвестный контакт в Париж на маффины с отрубями. Вот кто-то пишет короткое сообщение: «Такой голый, без льняных семечек, с темой грустный маффин». Или вот еще: «С днем рождения величайшего крестного в мире. Надеюсь, у тебя будет чудесный праздник, полный маффинов с отрубями. Уилл с мамой позвонят позже». Да, и вот то самое сообщение, наделавшее много шума. «Я понимаю, он уехал в прошлую среду, и у него было довольно много вяленого мяса, которое мы ему отправили. Должно быть, он его съедает с огромным аппетитом». В переписке часто упоминаются эти слова, но я убеждена в том, что это все-таки буквально означает джерки, вяленое мясо, не человечье, просто говяжье, и реальные маффины, которые выпечка. В материалах неоднократно упоминается, что Эпштейн сидел на высокобелковой диете, и его повара и сотрудники, которые курировали закупку продуктов, часто писали о том, что нужно купить, например, греческий йогурт, маффины с отрубями, которые содержат много клетчатки, вяленое мясо, креветки, гребешки и так далее. Также в переписках есть рецепты тех самых маффинов. Вот сообщение повару о том, что размер маффинов следует немного уменьшить, поскольку Эпштейн сокращает количество потребляемого сахара. Вот в статье New York Times за 2008 упоминается, что тюрьма для Эпштейна, безусловно, станет большим изменением, ведь он человек с четкими, порой нетрадиционными привычками. Он начинает утро с кекса с отрубями, приготовленного его поваром. А вот этот документ вообще прям полноценное руководство по питанию Эпштейна, где помимо рецепта тех самых маффинов есть инструкции ко всем гастрономическим причудам педофила. Какие продукты всегда должны быть в наличии, как подавать еду, как собирать тарелки, как подавать чай, как подавать вино, даже как убирать крошки.
Есть рецепт вяленой говядины. Вот сообщение, где Эпштейн жалуется, что изменился вкус из-за малого количества имбиря и лимонграсса. Он требует добавлять их больше при следующей заготовке мяса. Вообще, многие сообщения с той же пиццей были отправлены уже после скандала с Пиццагейтом. Так что это может быть просто какая-то злая шутка между влиятельными друзьями Эпштейна, я не знаю. У меня сложилось такое ощущение. И да, я понимаю, действительно, есть упоминания и даже статьи, расследования о том, что педофилы используют эмодзи сыра и пиццы для обозначения интересующих их порнографии. Но это не значит, что это как-то связано с каннибализмом. То, что Эпштейн педофил, это факт, а вот то, что он каннибал-сатанист, крайне маловероятно. На мой взгляд, если у Эпштейна и были какие-то кодовые слова в переписках, то это точно не они. Как мы уже поняли, он называл насилие и секс массажем, обучение девушки, это было на самом деле обучение, как делать финансисту приятно. Вот это кодовые слова, которые действительно у него были, и жертвы говорят об этом. Судебные иски это подтверждают. Помимо маффинов и вяленого мяса есть еще разного рода информация, которая интерпретирует в пользу Пиццагейта и вообще всей этой теории об убийствах и приношении в жертву несовершеннолетних. Разберем и их. Сообщение от близкого друга Эпштейна, литературного агента Джона Брокмана от 28 ноября 2013. Эпштейн пишет: «Как дела?» Брокман отвечает: «Лучше, чем хорошо. Думаю, все идет хорошо, но Джеффри нет. Когда я тебя увижу? Позвони мне завтра, если будет скучно. Дома. Счастливой Хануки. По скриптум. Ты пропустил главное событие в субботу. Вечеринка с дюжиной прекрасных девушек с Истсайда. Дюжиной годовалых девочек». Вот это сообщение одно из самых используемых, чтобы доказать все самые страшные ужасы, которые люди обсуждали. Но если немного покопаться, окажется, что это очень безобидное упоминание о первом дне рождения внучки Брокмана. Об этом заявил его сын, отец девочки. Это подтверждается статьей в Нью-Йорк Таймс, где была заметка о свадьбе Макса Брокмана в 2011. А у его жены в соцсетях 23 ноября регулярно появляются посты с упоминанием дня рождения дочери. Так, 23 ноября 2017 женщина поделилась публикацией с празднованием 5-летия девочки. И после несложных математических подсчетов оказывается, что девочке был 1 год в 2013, когда было отправлено это сообщение. Оно же было отправлено в четверг, 28 ноября, а пропущенное главное событие в субботу как раз 23 ноября. Это подтверждает слова сына Джона Брокмана и полностью развеивает вот этот ужасный контекст, который приписывается этому сообщению. Еще одно сообщение, которое больше шокирует тем, как его преподносят конспирологи, чем реальным содержанием, звучит так. «Сегодня я читал, что новорожденные будут сосать соску более энергично, если она будет воспроизводить запись голоса их матери, чем голоса другой женщины. Вы читали книгу Дэвида Брукса «Социальное животное»? Она довольно долгое время занимала первое место в списке лучших книг по версии Нью-Йорк Таймс». А знаете, как это же сообщение пересказывают в интернете конспирологи? Они забывают упомянуть, что речь идет о сосании соски, а слово «голос» они заменяют на крик. Таким образом, получается полный мрак, типа того, что ребенок активнее сосет, если слышит крики своей матери. Автор этого сообщения Марк Трама, профессор неврологии. Он был одним из ученых, уважительно лебезящих перед Эпштейном, лишь бы ему дали денег на исследования. Никто в научном мире такое не осуждает. Трама не путешествовал на остров Эпштейна, не летал на Лолита-экспресс, но однажды он написал своему меценату, что 2 студентки заинтересованы в исследовательских возможностях Института музыки и нейронаук, который спонсирует Эпштейн. Финансист на следующий день ответил: «А какая из них симпатичная?» Трама ответил: «Посмотрим. Ты ужасен», в скобочках. По-моему, это единственное корректное сообщение со стороны профессора. Что же касается содержания того тревожного сообщения, Трама вел проект, который был назван в честь Эпштейна из-за многотысячного финансирования, а именно проект Джеффри Эпштейна по изучению развития мозга у тяжело больных младенцев. И в нем профессор ставил целью изучения слуховой стимуляции у недоношенных детей. Комментируя вопросы журналистов об этом сообщении, ученый заявил, что переписка с Эпштейном была связана с исследованием устройства, которое было похоже на соску, которое младенцы могли использовать для воспроизведения звуков. И я ему верю. Плюс есть документы, подтверждающие эти исследования. Думали, это все, что я разберу? Вот и нет, мы только начинаем разбираться во всех этих тикток-версиях. Не их надо смотреть Марусю Чёдничкину. Помощница Эпштейна Сара Келлен написала некому Ричарду Барнетту следующее. «Привет, Рич. Джеффри спрашивает, можете ли вы отправить ему на ранчо по FedEx картину, которую он заказал с изображением убийства младенцев. Это большой холст размером 9 на 9 футов, который он развернул, чтобы видеть в прихожей, как они убивают младенцев. Он хочет использовать его на ранчо и надеется, что вы сможете отправить его по FedEx так, чтобы он прибыл к среде. Спасибо».
За это сообщение зацепились многие, и я их не осуждаю. Особенно это тяжело воспринимается, если дословно переводить на русский. Дело в том, что речь идет о картине Massacre of the Innocents. Это очень известная работа многих художников. На русском она называется «Избиение младенцев». И я понимаю, что ситуация лучше не стала, но дело в том, что это известный сюжет, который писал еще Рубенс, Костелло, Брейгель. На этой картине обычно изображается библейская история из Евангелия от Матфея, в которой иудейский царь Ирод I узнает, что родился младенец, который станет новым царем Иудеи. Речь об Иисусе. Опасаясь конкуренции, царь отдает приказ убить всех мальчиков в возрасте до 2 лет в Вифлееме. На эту историю есть много художественных отсылок в самых разных вариантах. Она действительно культовая, известная. Эпштейн интересовался покупкой оригиналов, которые стоят миллионы, но в итоге заказал репродукцию Корнелиса ван Харлема за $2000. Сам по себе такой выбор ничего не значит, но в контексте того, что он доказанный педофил, это, конечно, выглядит очень тревожно. Но если посмотреть интерьеры дома в Нью-Йорке, то там как будто бы все очень тревожное и как-то прям показывает, какого больного ума был этот человек. В одной из спален во всю стену висела картина «Церемония совершеннолетия» Хорхе Альвареса. Она изображает юного мальчика с эрекцией в окружении женщин. В центральном зале возле камина стоял стол, украшенный 2 мраморными фигурами младенцев в позе эмбриона. Посреди коридора на канате висела фигура человека в белом платье с фатой. В одном из гостевых туалетов было изображение 2 мальчиков со спущенным бельем. В кабинете чучело тигра, собаки. А в его резиденции на острове Литл Сент-Джеймс была картина с купающимися нагишом девушками и довольно-таки криповые маски. Они висели в стоматологическом кабинете. Вообще все эти интерьеры заслуживают какого-то отдельного внимания. Это все очень интересно, но мы не будем в это погружаться. Но я полчаса провела за тем, чтобы рассматривать его книжные полки. И я решила, я расскажу про это в Телеграме, там тоже очень много чего интересного есть. Сейчас сразу подумала про свои книжные полки. Женщины-серийные убийцы, да? Я не в счет. Ага, младенцы и убийства. Так и напишем, понятно, что у тебя тут. Мне правда кажется, что книжные полки, они прям отражают человека, и по ним можно составить какой-то, портрет, чем вообще человек интересуется. Поэтому я про это напишу в Телеграме. Или если не хотите переходить в Телеграм, то вы можете посмотреть фотографии из архивов. Я опять же оставила ссылку внизу. Там есть кнопка, как избранная, и нажав на нее, вы сможете посмотреть фотографии, которые пользователи отмечали чаще всего. Обычно это самые неприятные фотографии, и среди них множество таких, которые мы по понятным причинам вставить в видео не станем. YouTube это просто не пропустит. А мазать все черным квадратом, как Минюст США, я не хочу. Могу только сказать, что ни те фотографии, что я показала, ни остальные в файлах не связывают Эпштейна с каннибализмом, сатанизмом и ритуалами, в ходе которых употребляются дети. Они прямо кричат о педофилии, о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, о трафикинге, но не о том, чем сейчас всех пытаются запугать. В некоторых обсуждениях на Reddit и коротких видео из разных соцсетей я видела такой аргумент. Мол, посмотрите слово адренохром в файлах, и вы все сами поймете. Для тех, кто новичок в теориях заговора. Адренохром – это химическое соединение, получаемое в результате окисления адреналина. И верующие в Пиццагейт и прочие подобные темы считают, что адренохром добывают из крови детей, которых приносят в жертву во время сатанинского обряда. И потом этот адренохром используют либо как наркотик, либо как эликсир вечной жизни. Пойдемте, поищем его вместе. Одно упоминание. И то не в переписке, а в обращении в ФБР за 2020 год, где один конспиролог рассказывает другому конспирологу о какой-то дальней знакомой, которую в 4 года якобы чуть не пустили на адренохром. Это все. Это все совпадения. В копилочку за сатанизм отправляются также вот эти фотографии, якобы с острова Эпштейна. Тут великая и ужасная Леди Гага, страшная злая сатанистка Марина Абрамович едят человека. Вот такие вечеринки у Эпштейна. На самом деле на фото художественная инсталляция на благотворительном вечере в Нью-Йорке в честь 20-летия арт-центра. В коробке полной меда лежит художница и авторка перформанса Лиза Лозана, которая предлагает попробовать содержимое на вкус. Чем, собственно, и заняты Гага и всемирно известная сербская художница Абрамович, которую регулярно обвиняют в сатанизме из-за ее провокационных перформансов. Дело было в 2013-м, и ничего сатанинского здесь не подразумевалось. Хочется еще добавить про 330 галлонов серной кислоты, заказанные Эпштейном в день начала расследования ФБР. Помимо этого документа, там также была форма на банковский перевод для компании, которая обслуживает систему обратного осмоса морской воды. На острове Эпштейна пресной воды не было, и эта система была необходима для ее наличия. А серная кислота используется для опреснения соленой воды. Обратный осмос с помощью этого едкого вещества обсуждался Эпштейном еще в 2013-м. Опять же, ничего криминального. Да и как true crime специалистка скажу,
что серная кислота не уничтожает останки мгновенно и бесследно. После этого остается своего рода жижа с вкраплениями, по которой можно определить, что кислота была использована именно для растворения биологического материала. Короче, ничего подобного там не было обнаружено. Я понимаю, что сейчас интернет изобилует разными интерпретациями каждого странного документа из всего этого многомиллионного массива данных. Но давайте честно, когда вокруг распространяются убеждения в том, что элиты и Джеффри, в частности, насиловали, убивали, а потом ели кого бы то ни было, то автоматически это делает его доказанные преступления как будто бы не такими значительными. Кому будет дело до всех этих жертв на фоне поедания младенцев? Сексуализированное насилие над детьми и молодыми девушками будет звучать не так уж и ужасно, а это уже обесценивание. Даже если предположить всего на секунду, что все эти теории заговора правда, значит в этом замешаны самые влиятельные люди на свете, которым помешать публикации файлов как чаю попить. Почему же они допустили это? Нас пытаются отвлечь, пытаются легитимизировать педофилию? Я судить не берусь. Пока единственные, кто сейчас серьезно пострадали от публикации файлов, это девушки-жертвы, чьи имена и данные выложили на всеобщее обозрение. Есть еще одна интересная теория, которая активно обсуждается, что, мол, некоторые ныне мертвые знаменитости все знали про Эпштейна. Они не собирались молчать, и поэтому их как бы убили. Один из них — Майкл Джексон. В переписке с Эпштейном он не состоял. Записей о полетах на Лолита Экспресс нет, как и записи о посещении острова Литл Сент-Джеймс. А вот эта единственная фотография двух мужчин вместе, по словам телохранителя Джексона, была сделана случайно, когда музыкант искал дом в Палм-Бич и, обойдя больше 30 домов, случайно зашел в дом Эпштейна. Думаю, многие видели видео, где рассказывается, что Неверленд, созданный Майклом Джексоном, якобы был убежищем, где он прятал детей от Эпштейна. В подобных этому видео также распространяется видеофрагмент, где Маколей Калкин произносит такую фразу: «Я никогда не забуду, как Майкл Джексон спас меня от посадки на самолет на тот крошечный остров». Имея в виду как бы вот тот частный остров Эпштейна. Так вот это все с высокой долей вероятности ИИ. Во-первых, видео прогнали через ИИ-детектор, и он подтвердил, что на 97% это работа искусственного интеллекта. А во-вторых, имеет место монтаж из ранее существовавших кадров Калкина и фальшивого закадрового голоса. Фактчекерские агентства поискали подобные слова в публичных заявлениях Маколея и ничего не нашли. Звезда фильма «Один дома» действительно был в близких отношениях с Джексоном, будучи ребенком, и даже защищал его в суде по обвинениям в домогательствах, но об острове Эпштейна он никогда ничего не говорил. Вообще ИИ творит страшные вещи, делая и без того пугающее дело совершенно безумным. Вот видео, которое начинается с ИИ-фрагмента, где Трамп сидит в майке, рядом с ним танцуют маленькие девочки с закрытыми глазами, потом немного настоящих фото из файлов Эпштейна, а потом снова ИИшка, где Эпштейн уводит из комнаты полной детей одну из девочек. И такого мусора тысячи. Не жалеют вообще чувствительных людей, особенно стариков, которые знать не знают, что такое ИИ, как его отличить от реальных кадров. И касаемо других звезд, убитых по заказу Эпштейна. Не Джексоном единым, так сказать. Вспомнили про диджея Авичи, который покончил с собой в 2018-м, и даже про Курта Кобейна, про смерть которого сейчас пишут практически все американские таблоиды. Все в связи с тем, что были обнародованы новые данные от независимых экспертов и криминалистов, которые считают, что лидера группы Нирвана убили. Если вы, как и я когда-то, копались в этой теме, вы ничего нового об этом не узнаете. Но об этом реально все пишут. Евроньюз, Seattle Times, Daily Mail, Vice, New York Post и куча других нежелтушных изданий. Так что если вам хочется раскрыть еще какую-нибудь теорию заговора на досуге, очень советую. Ужасно это говорить, но вся эта паника вокруг файлов Эпштейна и поедания пиццы как будто бы запускает среди масс новый виток антисемитизма. Люди судорожно постят, пишут комментарии о том, что это все заговор еврейских миллиардеров, типа Ротшильдов, и ищут в окружении Эпштейна людей с еврейскими фамилиями. А их там и правда немало. Но это ничего не значит, это буквально демонстрация ненависти по национальному признаку. Напоминаю. Я даже видела, где человек на полном серьезе пишет в бывшем Твиттере, что, мол, по еврейским законам из Каббалы, оккультное движение иудаизма, кушать, насиловать и убивать неевреев – это нормально, а детей вообще круто и почитаемо. А есть ведь люди, которые не проверяют информацию, просто сразу верят, потому что, текст же большой, значит, человек специалист, значит, он разбирается в теме. Экспертность измеряется, кстати, количеством букв, поэтому это видео на 3 часа. Короче, начитавшись таких бредней, люди подхватывают довольно ужасную и устаревшую мысль о том, что во всем виноваты евреи. А к чему приводят антисемитизм, расизм, ксенофобия, я думаю, все прекрасно помнят из школьных учебников. К слову об австрийских недохудожниках. В переписке с банкиршей Арианой де Ротшильд, из той самой семьи Ротшильдов, Эпштейн упоминает Гитлера.
Эпштейн. Мне показалось забавным, что на лекции в Гарварде о Гитлере рассказывали историю о том, как он, будучи настолько бедным, жил в приюте для бездомных и нищих, финансируемой 3 богатыми семьями – Гутманами, Эпштейнами и Ротшильдами. Оказалось, это правда. Ротшильд отвечает. Я знаю, что это правда, но раньше часто говорили, что Ротшильды планировали и поддерживали Гитлера в массовых разрушениях с целью получения большей власти. Эпштейн. Во-первых, оказалось, что это на 100% правда. Гитлер продавал свою одежду и произведения искусства и жил в приюте, финансируемые евреями. Эпштейн, Ротшильд и Гудман. Никакой конспирологии. Эпштейны были венскими банкирами. Я не знаю, правда это или нет, или он просто хотел так впечатлить женщину, показав, что его семья когда-то была с Ротшильдами на одном уровне. Правда, не знаю. Эпштейнов в той же самой Википедии очень много, но австрийских банкиров среди них я не нашла. У меня осталось еще 4 теории заговора, которые связаны с Эпштейном. И об одной из них вы меня спрашивали в моем ТГ-канале, и я в ней покопалась основательно. Как мы уже поняли, в окружении Эпштейна было множество молодых моделей, особенно из постсоветских стран. И, конечно, у многих появились вопросы, а связаны ли как-то 2 жуткие true crime истории о моделях с Эпштейном? Давайте по порядку. Начнем с Дарьи Бульбы. Это украинская модель, которая пропала в августе 2016 в Шанхае. Пропала она при невыясненных обстоятельствах. Девушка якобы отправилась на встречу со знакомым, и больше ее никто не видел. Что с ней случилось, неизвестно. И вот ее фамилия всплывает в файлах Эпштейна, когда в ноябре 2017-го одна из помощниц-вербовщиц, некая Виктория Махова, предложила финансисту девушек на выбор. 25 ноября она прислала Эпштейну фотографию, на что он отвечает. Не Бульба, другие ок. Ты их знаешь? Виктория отвечает. Нет, знаю Бульбу дольше остальных, увидишь их на вечеринке. Через 2 дня девушка снова пишет. Привет, Джеффри, как дела? Я с нетерпением жду завтрашней встречи. Какое время тебе удобно? Чтобы Елена, Бульба, Ася встретились завтра, а Ада в пятницу. Или я могу взять Бульбу и Асю завтра, Елену в среду, а Аду в пятницу. Надеюсь, тебе понравится. Эта же Виктория за месяц до этого писала. Джеффри, ты хотел бы увидеть Дашу в субботу? А еще в городе Ася, она блондинка, и у меня есть новая Диана, она тоже русская, и может встретиться с тобой в воскресенье, если хочешь. И потом снова несколько раз упоминалась некая Даша. Фотографии, что Виктория отправляла, полностью вырезаны. Их нет в доступе, к сожалению, поэтому показать, что речь действительно идет о Дарье Бульбе, я не могу. Другая печально известная модель, Руслана Коршунова, погибла в 2008 году в Нью-Йорке, предположительно покончив с собой. По данным следствия, девушка выпала из окна своей квартиры на Манхэттене с высоты 9 этажей. Вокруг ее смерти давно ходит много легенд. Никто не верил в самоубийство, консьерж дома обратил внимание, что длинные роскошные волосы модели были как-то криво и спешно обрезаны, хотя буквально за несколько часов до этого мужчина видел девушку счастливой и невредимой. О странно обрезанных волосах заявил и гробовщик, готовивший тело к похоронам. Там еще много всего подозрительного в этой истории, что создает теория об убийстве. Имя Русланы Коршуновой упоминается в файлах Эпштейна многократно, особенно в переписках. Есть заметки о том, что она летала на остров Литл Сент-Джеймс на Боинге финансиста. Самые странные упоминания девушки я собрала здесь. Подчеркиваю, что это лишь сообщения, которые ничего конкретно не означают, и все же не могу их вам не показать. В 2006-м, за 2 года до трагедии, Сара Келлен пишет Эпштейну. У меня до сих пор сохранилось белое нижнее белье, которое мы купили для Русланы на острове Сан-Джон. Хочешь, я ей его отдам? К слову, в переписке с Эпштейном фигурируют и имена подруг погибшей девушки. Называть я их не буду, но все это легко находится, если вам интересно. Также в переписках упоминается Рамзи Элькали. Это музыкант из Monotronic, который регулярно приводил Эпштейну девушек, рассчитывая на взаимные услуги. Он обсуждает другую модель из компании Эпштейна, Регину, и упоминает, что ее парень – это бывший парень Русланы. Элькали пишет. Парень Регины тот же самый, что и бывший парень Русланы. Я узнал его после смерти Русланы. Он постоянно был рядом, ездил в полицию, к судмедэксперту, оказывал помощь, утешал мать и так далее. Я постараюсь организовать встречу с Региной, но знаю, что она приведет с собой своего парня. Через полгода Эпштейн в переписке с неизвестным адресатом обсуждает странные способы модели оставаться в форме. Неизвестный пишет. На прошлой неделе я слышала, как девушки рассказывали историю о своей соседке по комнате, которая ела ватные шарики, чтобы оставаться стройной. Я не могла удержаться от смеха. Какая глупость! И к тому же опасная. Ватные шарики. Я все еще верю, что альтернативная медицина – это хорошо наряду с настоящей медициной. Эпштейн отвечает. Надеюсь, вы хорошо проводите время. 2 года назад Руслана, российская модель, умерла, главным образом из-за веры ее парня в альтернативную медицину, против настоящей медицины. Этот же парень упоминается чуть больше, чем через год. Одна из моделей, Светлана, пишет Эпштейну.
Регина получила по лицу от своего бывшего. Он забрал ее телефон, поэтому я отдала ей свой. Она вернет его завтра. А пока буду пользоваться этим адресом электронной почты. У нее были большие проблемы. Я оставила Би одного и провела с ней почти всю ночь. Только что вернулась домой. Пожалуйста, ответьте на это письмо. Эпштейн отвечает. Разве это не тот самый парень, который избил Руслану? Ответ. Да, они вместе встречали Новый год у нее дома, а потом она захотела куда-нибудь пойти. Он взбесился и ударил ее у всех на глазах. Он украл ее телефон, звонил мне ночью, угрожал, а потом присылал оскорбительные сообщения с ее телефона. Имя последнего парня Коршуновой, впрочем, ни для кого не секрет. Оно попало в газеты вскоре после смерти девушки. Рамзи пишет. Не уверен, кто она, пытался ее погуглить, но ничего не нашел. Точно знаю, что она не встречалась со мной вместе с Русланой и Марком Камински. Я познакомился с ним только после ее смерти через Киру, когда мы организовывали поминки. Эпштейн отвечает. Я встретил Катю, она сказала, что познакомилась с тобой вместе с Марком и Русланой. В общем, это все, что мне удалось найти по поводу Русланы Коршуновой. Выводы, как говорится, делайте сами. Пишите, что об этом думаете в комментариях. Я лично не думаю, что Эпштейн как-то связан с ее смертью, но, возможно, он знал, что с ней именно произошло, или как минимум у него была теория на этот счет, но вряд ли он сам был в этом замешан. Ты, кстати, скорее всего, видел Руслану Коршунову, она была в рекламе Нины Ричи, прикинь? Ого. Угу. Ничего себе. А у меня эти духи до сих пор. Следующая теория тоже весьма трудно проверяется, но я очень постаралась разобраться, тем более, что мало что в этом понимаю. Но в интернете я увидела большой интерес к этой теме, так что грех было не покопаться. Вот такая картинка гуляла по соцсетям. Тут Эпштейн, по сути, подтверждает, что он создатель биткоина, заявляя, что псевдоним Сатоши работает превосходно, и их маленькая цифровая золотая жила готова к выходу в мир. И главная дата – 31 октября 2008 года. Это тот самый день, когда человек неустановленной личности опубликовал 9-страничную статью о принципе работы биткоина. Почему это вообще важно? Дело в том, что никто не знает, кто создатель биткоина. Известно о создателе лишь имя, псевдоним Сатоши Накамото. И все. Никаких доказательств, что это письмо реально содержится в файлах, нет. В файлах Эпштейна, я имею в виду. То, как там написаны адреса электронной почты, тоже указывает на подделку. Скорее всего, Photoshop или ИИ. По поводу предположения о том, что Эпштейн был агентом разведки и сдавал туда компромат, много спорных моментов. Дело в том, что в файлах, разумеется, нет никакой информации об этом. Есть только возможность проследить его архитектуру связей по всему миру с влиятельными людьми, миллиардерами, политиками и так далее. И сейчас каждая сторона пытается перекинуть Эпштейна противнику. Кто-то говорит, что он агент Моссада, то есть израильской разведки. Кто-то говорит, что Эпштейн работал на ФБР или ЦРУ. Другие говорят, что он был шпионом то ли России, то ли Китая, то ли британского Ми-6. Эпштейн сейчас как горячая картошка. Или как горячая какашка. Nice. Короче, никто с ним ассоциироваться не хочет. И если он и работал на кого-то, то мы про это не узнаем. А вот эти обвинения одних и других – это просто противодействующая друг другу пропаганда, верить которой на слово не стоит. Ну и последняя теория на сегодня. Эпштейн жив? Вот такой вот документ или скрин используют как основание для того, чтобы предположить, что Эпштейн жив и живет в Колорадо. Это не подделка, это правда существующий документ, но это письмо принадлежит не к расследованию Джеффри Эпштейна, а к расследованию в отношении некого Ричарда Эпштейна из Колорадо. Мужчина был приговорен к 5 годам и 3 месяцам заключения за участие в сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения. Это проверяется по именам адвокатов из судебного дела, потому что письмо принадлежит к управлению Министерства здравоохранения и социальных служб США, которые подтвердили, что это их письмо, и оно, видимо, попало в файлы Джеффри Эпштейна по ошибке из-за одинаковой фамилии. Появилось еще много и фото, которые якобы показывают, что он жив. Мне кажется, что это все от какого-то народного желания, нормального правосудия, которого в этом деле не было. Но правда, я не думаю, что он жив. Есть, конечно, сомнения, убил ли он себя сам. Все-таки все эти выключения видеозаписи над его камерой, перевод сокамерника, игнорирование предыдущей попытки самоубийства. Все это выглядит действительно странно. Очень много совпадений в одном месте. Хотя, возможно, я это уже говорю, знаете, под впечатлением от всех этих теорий заговоров, и все это уже моя глупость. То есть ты не думаешь, что, имея столько денег, власти и всего такого, он не мог подстроить это? И все эти выключения камер, переводы заключенных и все такое? Я не думаю, что он жив. Это его двойник, которого убили, а он сам ушел. Не знаю, я не думаю, что он жив. Ты так не думаешь, потому что это ты его убила, да? Ох, это было непривычно долго. На самом деле, изначально у меня было материалов, наверное, часов на 5. Но спустя несколько дней работы я поняла, что мое желание так подробно до всего докопаться заключалось в том, что мне хотелось понять, где вообще у этой кроличьей норы
конец. Но оказалось, что это не кроличья нора, а какой-то зеркальный лабиринт. Кажется, что со всех сторон еще куча проходов, куча вариантов, куда можно повернуть, что можно посмотреть. Но каждый раз я упиралась в стену. Вместо того, чтобы смотреть под ноги и видеть вот этот вот просто такой понятный путь. Я смотрела по сторонам и видела только отражение. И в результате только путалась. Так я себя чувствовала на протяжении всех вот этих дней непрерывного написания сценария. И только на последних днях, когда я начала все перепроверять, я поняла, что меня просто водили за нос. Все вот эти вот яичные слопы и вбросы. Они все создавали иллюзию глубины, которой здесь вообще нет. Здесь есть преступный сговор, педофилия, секс-трафикинг и огромная пирамида насилия. Но это true crime case, о котором слишком много неофициальной информации. Нет нормального расследования, нет внятных комментариев, только куча личных интерпретаций, фантазий, рэджбейтинга в видео и яичных видео. Реально, этого всего так много, что суть размывается и теряется для сотен тысяч человек. За всеми этими ужасами о культах, каннибализме, адренохроме, элитах с их пиццами со сливочным сыром скрывалась история педофилия, который насилует девочек и девушек. Это человек, который вкусил безграничную власть. Ему казалось, что он неуязвим. Короче, вместо того, чтобы идти на поводу у некоторых людей с больной фантазией, представлять самые страшные вещи, лучше и правильнее будет посмотреть на факты. Нужно не забывать о настоящих преступлениях. Не зря же все-таки это называется true crime. Короче, спасибо, конечно, всем этим теориям заговора, которые обсуждаются в интернете, за такое внимание к делу, но это внимание очень быстро распылилось и ушло в просто, куда-то в никуда. То внимание, которое можно было саккумулировать и привлечь внимание к реальным жертвам, оно все разлетелось и ушло по каким-то дальним уголкам интернета, где люди просто для рэджбейтинга могут разносить дезинфу, не проверяя ее вообще никак. Короче, да, грустно. Если вы все еще здесь, я вам безумно благодарна. Мы с вами, по-моему, еще так долго не общались. Вот прям 3 часа в одном видео, мне кажется, никогда не было. 2:20, мне кажется, наш такой, рекорд. Так что да, спасибо большое, что посмотрели. Очень надеюсь, что у меня получилось вас познакомить с этим делом, если вы про это никогда не слышали, и вот сейчас просто услышали, потому что со всех сторон говорят про какого-то Эпштейна, и вы смогли познакомиться с этим делом подробно, и услышали истории реальных жертв, и, возможно, я развенчала вам какие-то мифы, которые вы видели в соцсетях. Ну а если с этим делом вы уже были знакомы, то вот я вам рассказала, что, собственно, было в файлах, которые обнародовали. Вот, и тоже, может быть, вы слышали какие-то вот эти все теории заговора и тоже успешно в них разверились. Потому что факт-чекингу они не поддаются. Все. Не смею вас больше задерживать, только попрошу, подписывайтесь, пожалуйста, на ТГ или на мои какие-то другие соцсети, если вам удобно там за мной следить. Я вот веду и Инстаграм, и ТикТок, что только не веду. Обещаю никаких и слопов там не публиковать. Люблю вас очень сильно. Целую, обнимаю и благодарю вас за то, что вы досмотрели до этого момента.